ребят. А чё, поехали? Поехали. Добивать, наверное, сегодня будем. Ну, надеюсь, все пройдем. Нет, так может быть и не все. Оставим на другой стрим. Все, продолжить. Мы там что там, в канализации, по-моему, да, застряли. Макс Ланг, привет. Здорово, здорово, Макс, здорово, Достер. mr.toaster. Тута. Тут-то здесь, а там. Все, решили мы, получается, да, вот эту загадку. Волшебную, с помощью Сереги. С этими, блин, дурацкими. Почему-то первый раз она гораздо проще решалась. Я не знаю, в чем дело. Но это беда, конечно, до сих пор что-то я до сих пор так и не понял, в чем прикол этой загадки. Особенно вот эта вот последняя фраза. Ну да ладно. Ну дай бог с ним. Поехали. К Биркину. Сейчас, по идее, мы с Биркиным будем воевать подольше. И в закрытом вот этом помещении, вроде как. Битва, мне кажется, будет с ним немножко отличаться. Но это не точно. Так, ну тут, по идее, что у нас? Ничего такого нового. Собираем. Вот это. По инвентарю, что у нас? Только пистолеты, все по нулям. Точно патронов у меня нету никаких? Давай-ка поглядим. Может, что я собрал еще? Собрал и забыл? Кто знает. Та-та-та-та-та. Так. Патроны для револьвера. Но я их оставлю на финального босса. Для громового ястреба вот эти патроны. Порох, но огнемет тоже тратить не буду, потому что он пригодится еще у нас на этих, на чуваков в виде растения. Так больше стрелять-то нечем особо. Печально. Угу. Может быть, там у Биркина во время битвы дадут еще какие-то патроны. Попробуем их, если что, потратить. А так имбовым пистолетом тогда будем пользоваться, что? Вариантов нет. Так, вот это. Макс Ланг. Вот это. Щит еще один собери. Да, я думаю, одного хватит. Если что, потом загрузимся. Давай так, наверное. О. Включил. Билл Скотт. Хай, как дело? Здорово, здорово. Дела отлично. Я думаю, то, что сегодня я, по крайней мере, настроен прям закончить игру. Так, горим. Горим, и Быркин нас лупит с этого. С потолка. Хуй ты мне достанешь, мурат. Ай. Билл Скотт. Настрой это всегда хорошо. Да, определенно. Что-то он попадает по мне. Походу, у нас был прав, надо было еще один собирать. Ладно, сейчас он дверь, по идее, сломает. Сразу же пробегаем. Билл Скотт. Вот так. Да, Биркин не успокоился, все еще преследует главного героя. Да. Но он будет до конца нас кошмарить еще. Это падла живучая. Пилюлек своих наглотался, вот и бесится. Патронов тут пока не дает. Давай перезарядочку, вон тут патроны валяются. Блять. Ладно, я понял. Давай лечимся чем есть. Тихо, тихо, тихо.
мужик. 8. Ну, вот что мне с этими 8 патронами делать? Тут тоже для магнума только. Бинскот. Хах, и не только Пилю накалился своих вирусов, вот он и такой бесючий. Понажрутся своей хуйни и ебут друг друга в жопу. Давай, иди-ка сюда. Бирыч, ну. Поближе, поближе. Бля, что задевает меня? Давай. Да, ебись ты, все. Каждый удар в меня попадает. Думаю, кран, говорит, может помочь. Тихо. Блять, я застрял там еще. Давай, нажмем. mr.тостер. Биркен не душни. Ну, по идее, должно что-то получиться. от bnd.gg. Да, первый раз. Добрый вечер. Здорово, Вольфот. Сразу же нажимаем. Сходу. Блять, прям через этот долбанул. Ну, падла. Нет, рано. Не. Завалила я, короче, эту попытку. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько себя ведем. Давай поближе сюда. Ай, это было больно. Макс Ланг. И нужная память уся. Блять. Да, и нос у него, кстати, тоже еще один. Ладно, пускай давит, короче. Бинскот. Вот бы ему глазик вырвать, все ровно ему уже не нужен. Да, ему бы с дробаша этот глазик вытащить, было бы вообще замечательно. Прям в цвет. Но. Ох уж этот Бирыч. Душный сволочь. Угу. Я уже думал, что-то меня как-то сохранили странно. В очко пошел. Давай хиляемся, что есть. Гнида, а? Достал все равно. Ладно, давай на туда, короче. Ой, это берем. Падай, пидорасина. Давай. Ну садись ты, ёп. Сука неугомонная. Не попал, слава богу. Все. Сейчас он присядет маленько. Интересно, когда я так вот в него попадаю, он хоть это как его притормаживается или ему похер. Все. Уже получше.
Может, пока тоже у меня. Сразу же давим. Ай. Давай, давай, давай в угол. Макс, Блять, попал. мне кажется, дамаг не проходит. Макс Лонг, ты бы флешку подобрал. Тихо, блин, рано. Давай, нож. Ну да, и флешку тоже. О, ни хрена. Странно, но почему-то меня не задело, но задело его. По идее, в прошлый раз катсцена срабатывала не в мою пользу, но ок. Я не против. Ну и все, минус Бирыч. И флешка не пригодилась. Надеюсь, говорит, с ним покончено. Нет, с ним, блядь, не покончено. Потому что он еще тот мудила. Бинсквад. Ну и так можно. Короче, дали всего лишь за эту битву. Дали 3 патрона для магнума. Ну, я привык его, блядь, магнумом называть. Для магнума и одного пососного пистолета, вот этот М19. Дец. Такое себе, я скажу, удовольствие. Просто все патроны, которые дают на магнум, они просто реально уйдут. mr.тостер. Биркин гудбай, ООО Биркин, прощай, ты здесь чужой. Да. Все патроны, которые на магнум дают, они просто реально уйдут на последнего финального босса. Так что тут без варика. Надо эти патроны беречь до конца. А так-то Биркин, да. Он тут чужой. Ну, давай. Короче, все, что Ада Вонг, что этот, как его, что... Бинсквад. Баба Ладно, мелкая. пойду я кушать, готовить всему чату хорошего времяпровождения, а стримеру хорошей игры и удачного стрима. Давай, счастливо. Что баба мелкая, что тот же самый, та же самая Ада Вонг, все оказываются почему-то в одном помещении. Сюда, говорит, нихуя у нее там месячные пошли. Ада, я уже было начал беспокоиться. Я не могу вытащить. Не знаю, стоит ли. Это, по-моему, не она может вытащить. По-моему, она же крутая, блядь, Макс тёлка. Лонг. Кушать, готовить всему чату. Это всегда одобряю. Да-да. Вытаскивай, говорит. Хорошо, но будет больно. Дал бы ей что-нибудь закусить. Носок какой-нибудь. Она ж крутая тёлка, типа, блядь, спецагент, не проявить копытом. Это ж Ада Вонг, ёпта. А не может железяку вытащить. Сидела, ждала, как беспомощная мышь. Ну, что теперь? Уходи отсюда, пока можешь. Я тебя не оставлю, тем более в таком состоянии. Ты не понимаешь, все хуже, чем я предполагала. Тебе от меня так просто не отделаться. Ты спасла меня, теперь моя очередь. Взял бы и на клыка надавал бы в куче мусора, было бы угарно. Она там раненая с ногой, а они ебутся. Тоже как вариант, как вариант. Вот как, услуга за услугу. Давай браслетик и вали отсюда. Облокотись на меня. Так, погоди. Ладно, я просто хотел помочь. Осторожно. Хочешь помочь? Нужно добраться до Нест. Нест? Лаборатория Umbrella. Она прямо под нами. Она проболталась. Там находятся образцы вируса. Ну что, поможешь? Думаю, смогу выкроить время. Когда идем? За работу. Как скажете, мэм. Идите, говорит, в лабораторию. Так а что, мы сейчас, получается, вместе с ней поедем уже на поезде кататься? Фуникулер отвезет нас на... Да, слушай, я думал, она куда-нибудь исчезнет. Этот браслет наш проездной билет. Отлично.
Откуда он тебя? Позаимствовал. Ладно, мы почти на месте. Все идут такие раненые. За бока держатся. Дай-ка мы, наверное, патроны, да, вот эти вот выложить. Да, и флешку можно. Один патрон. Ну, кстати, смысл его таскать. Только инвентарь занимать. Стой, еще красная трава. Лишняя. Я думал, она куда-нибудь слиняет, и мы типа Леон один поедет в этом фуникулере. Вместе с Клэр и тёлкой. Ох, чертова нога. Давай я тебя понесу. Нет, мне только хуже станет. Ну, пошли тогда быстрее. Пинка бы и там, не знаю, пнул бы ее. Быстрее, чтоб пиздовал. По жопе бы на крайняк дал бы. Так плечо. Хуже, чем выглядит. Мы друг друга стоим. Оба одной ногой в могиле. Как она каблуки не поломал? В туфлях по помойке, там, я не знаю, они, ну, как бы... Так, а вот наш транспорт. Короче, не очень подходящая обувь для такой ситуации. Она выбрала. Значит, она тупая баба. Угу. Фуникулер. Если фуникулер один, то по идее здесь должна лежать девка мелкая. Возможно, обратно мы уже не вернемся. Будь готов, Леон. Ну да. Сейчас будем готовы. Естественно, тут ни хера нету. Сейчас тебе, блядь. И патронов отвалят, конечно. Поехали уже, что ты? Эй, Семен Семенович. Надо было покрутиться, подстоять возле этих рукоятки. Фуникулер направляется в Нест. Не покидайте вагон, пока не прибудете в пункт назначения. Знаешь, что я думаю? Жду не дождусь, когда ФБР заявится в штаб-квартиру Umbrella и заставит ублюдков заплатить за все. Я тоже, но давай на чистоту. У тебя нет официальных полномочий. А это федеральное расследование. Когда получим же вирус, каждый пойдет своей дорогой. Эй, Леон, ты мне доверяешь? Да не очень-то. А ты мне доверяешь? Сказать по правде, я бы не доверяла, но ты был бы уже мертв. Ясно. Слушай, я думала, мне понадобится твоя помощь, и была права. Если ты добудешь же вирус, я сделаю так, что история Ракун-Сити никогда не... Ну, там... никто не узнает о ней. Ты сама сказала. Леон, посмотри на меня. Сейчас я обуза. И если я хочу раскрыть это дело, то моя последняя надежда. Я не могу просто бросить. Если на тебя нападут, если понадобится помощь, вот где он отдрючит ее. Прямо в поезде. Он не стал ее дрючить на помойке, он все-таки интеллигентный молодой человек. Он решил ей прям в фуникулере засадить. Чудеса. Ну давай ты уже приписюнивай. Я не пропаду, не бойся. Я не сдался на полпути. И так тебя просто не оставлю. Поверь мне, есть ради чего жить. Станция Нест. По идее, Клэр с мелкой бабой должны быть уже там, по логике вещей. Иди, прошу, времени мало. Тебе это пригодится. mr.тостер. Боря, твой выход — любовь. Любовь. Я в тебя верю. Знаю. Пошлость. Звенящая пошлость. Спасибо за донейшн. Thank you for donation. Всем привет. Как и не уходили. Здорово, Серега. Ну, типа того, да. Прервались тут на денек-то. Передохнуть. Остудить, так сказать, пул. Да заново.
Я, кстати, настроил эти, как его, разные оповещения. mr.тостер. Ворвался. Да, с двух ног Серега влетел с сиськами. Настроил я разные оповещения на разные суммы. Наконец-то таки. Макс Лонг. Какой у Сереги теперь милый голос. Он будет разный, кстати. Он не только будет телкой, там рандом поставил. Все? Подожди, в прошлый раз, по-моему, она полностью открывалась, разве нет? Добро пожаловать в Нест. Осмотрите лабораторию. Да запросто, чё. Так, интересно, где же вирус? Журнал комнат отдыха, ну это бла-бла-бла, тут все понятно. Серега З. Какие расценки на разные тит-йохи? Короче, пока насчет сисек я гивок не нашел подходящих, кроме вот этой вот волшебной с ушами спаниеля. Но я еще пороюсь, пока гифки только другие. Я думал, конечно, карнавал сисек устроить, было бы прикольно, но пока гифки ничего особо такого не предлагают. Так, давай-ка сохранимся. Или же вот сюда, наверное, да, сходим. Посмотрим, что вот в этой комнатушке у нас. Заляпанной кровью, там где девица у нас протекала. А здесь кровь. Серега З. Ахах, ну зарплата во вторник. Кстати, вот сегодня что там у нас, пятница, да, по-моему? У меня вот, по-моему, 8-го зарплата. Не по-моему, у меня 8 числа зарплата всегда. Да? Это так, чисто к слову просто. Карта лаборатории Север. Ок. Так, подожди, тут патроны есть. Я их на карте видел. Вот они. Сколько? 4. Ну, такое себе. Ладно, давай используем эти 4 патрона. Это не особо, конечно, погоду сделает. Где тут мега дробаш? Вот. Семь патронов и 4 выстрела тут. Ну, блин, да. Тут у нас 3 зомбаря, короче. 3 зомбаря. Давай, подходи по одному. Оп. Ваншот. Ай. Ай-яй-яй. Режем тетю. Надо еще вот этого болидуна подрезать, пока не встал. Ну все, баба вроде покойник. А вот этого как там пидорать. Я у него руку там изогнул, он весь колбасится лежит. Весельчак. Вон тут еще один. Ладно, давай их истреблять по мере поступления, так сказать. Еще патроны. Того 8. Ты хоть отрывайся. Да. Два ножа, а? 2 ножа. Твою мать, тетя. Вот азиат проснулся. Вот так вот. И вот так вот. Нормуль. Второй нож отдавай. Макс Лонг. Ахахаха. У азиата, по-моему, черепуха-то лопнула все-таки. А мы тут давай, тоже до кучи порежу.
Азиатик. А, ну все, он уже не станет. Его там вон переебало как. Он больше не в игре. Стой. Вот это вот что такое у нас? А, ну это не взять. Надо в обход идти. Без вариантов. И все, в принципе, да. Короче говоря, остался 1 патрон для дробаша и 8 патронов для пистолета. Вот пиздец, хоть мотыгой отбивайся от них. Была бы такая тема, типа, знаешь, короче, патроны закончились, можно кусать зомбарей тоже в ответ. Они тебя грызут, а ты их, короче. Кто кого перегрызет, тут уже надо это решать. Порох. От пороха этого можно, кстати, накрафтить себе беды немножко. Этот порох мы сейчас в дело пустим обязательно. И вот здесь, по-моему, что-то еще ниже валялось. Блять, нож. Ну нахуй мне этот нож? Тихо, тут у нас товарищ. Товарищ. Подожди. Стой. Бац. Все, порежем. Потом первый раз пытался встать. Я нож сломал. Обуда какая-то. Ну все, он захрустел, значит это. Бля, ебать его тут распидорахило по стенкам. А у него же, подожди, у него же был этот... А, нет, браслет у другого получается. Да. Тут сейчас, по-моему, один, да, вылезает. Ты дверь открываешь, и он на тебя бросается. Регулятор, огнемет. Это апгрейды, короче, да, для нашего этого огнеметика. Ну, тут ничего не сделать. Это я понял. Так. Может пригодиться. Ну да, может быть. mr.тостер. 55 ножевых. Да. Тут маньячишь, короче, по полной программе вообще. С этими ребятами. То есть, ну, я не знаю, как бы, ну, действительно, ты в голову ему всаживаешь 3 патрона, и он еще барахтается, он живой, он встает. Как такое может быть? Это же, блядь, как минимум нечестно. Доктор Ливот вызывает шорткарт Райт. Явитесь в восточное крыло. Да, хорошо. Обязательно. Давай огнемет сейчас скрафтим. Будет мега огнемет. Макс Лонг. 28 ударов ножом. Ты действовал наверняка, да? Да, определенно. А вдруг станет? Тут надо это как лучше перебдеть, чем недобдеть. Зеленая трава. Ладно, порох, короче, точно мы берем. Давай, наверное, травки, да, затрямкаем. Там разок-то надо похилиться. И все, в принципе. Да. Да. Давай, короче, объединяем. И у нас получается для Матильды 29 патронов. Потом мы вот это вот объединяем с гранатометом. Химический огнемет. Бля, нихуя какой мундул, а здоровенный, да? Серега залег, как днюха прошла. Да нормально, что, посидели по-стариковски, посинячили, немножко разошлись. Вспоминали былую удаль. Ничего такого обычно.
Обычная посиделка. Так, но хотя бы есть для Матильды 29 патронов, это уже хорошо. Но все равно имбовый пекаль я пока выкладывать не буду, но их в жопу. С таким раскладом, как они патроны дают, лучше подстраховаться. Что это такое? ID браслеты, да, спасибо. Макс Ланг. Оу, с прошедшим. Не, это не у меня день рождения, было день рождения у товарища. О! Уя, модуль сигнала уже тут валяется. Это ты, что ли, обронил? Запись спецназа. Альфа вызывает призрака. Цель движется к западному крылу. Должно быть G-вирусом и антивирусом. Говорит призрак. Вас понял. Включаем все точки ЗЗ. Ну, блядь. Понятно. G-вирус в западном крыле. Это вот там. Ну, это понятно. Подожди. Надо вернуться. Пришпандорить этот модуль вот туда как раз, потому что я в прошлый раз очень далеко возвращался. Сейчас у нас оттуда пидорок маленький вылезет, у которого рука торчит. Прямо эту руку я бы этому дяде с большими ушами. Так, ОСС. Изучить. Так, ОСС. Как-то вот так примерно. Эть. О. Вставляй. Погоди, мы его порежем. Все, порезал, блядь. Азиат. Кстати, тут что-то в лаборатории очень много азиатов. И себя истребителем этим, как его, желтый расы считает. Тостер. У Лехи вроде весной, в апреле вроде, или я что-то путаю? У меня в марте. У меня 11 марта. Боже милостивый, кровь, она повсюду. Что черт подери, тут происходит? Ну я это читал уже, ну камон, они даже записки одинаковые выложили везде. Засунули бы азиату в очко что-нибудь поинтереснее, я не знаю. Трубочку скрутили их раньше и прямо в дупло ему что-нибудь интересное, типа Робинзон Крузо прожил на этой станции херно и скоро, ну там, не знаю, 2 месяца. Тостер. Ну вот почти угадал. Ну почти. Ты был близок. Бля, сейчас задумался, реально, а в марте сколько мне лет исполнится? Я 88-го. Это мне будет, получается, 34. Вроде. Или 33. Я не помню. Тостер. 33. Макс Ланг. 34. Щитоводы, блядь. 34 или 33? Я думал, что мне будет 34 все-таки. Серега З. 46. 15, ёпта. Тостер. Кто больше? Ну, аукцион. Как у Леонида Аркадьевича. Макс Ланг. Ну, мне 35. Ему 33 сейчас. Вот, скорее всего, да. Скорее всего, мне 33 сейчас. Я не помню. То ли 32, то ли 33. Мне 34 получается. Серега старше, да, получается. Маненько. Так, тут закрыто. У тебя, Серега, по-моему, что-то там осенью, да, когда-то день рождения? Так. Тостер. Мне 31. Ну, тостер моложавый самый. Салага. Серега З. В ноябре ща будет. Во.
Сереги скоро. Короче, походу у Сереги самое ближайшее день рождения из всех. Правильно же? mr.тостер. Старперы. Ну. Зато за нами удобно в гололед ходить. Будем посыпать. Так, а обязательно, наверное, эту штуку надо посмотреть, да? Типа, вот тут браслет, окей, я понял. Боже, что случилось? mr.тостер. Не у меня самые ближайшие. У тебя в октябре, что ли? Короче, Серега ноябрь. Макс Лонг. Будем посыпать молодым. И так далее по припеву. Да, да. mr.тостер. Угу. Короче, у Тостера в октябре, у Сереги в ноябре, а у тебя, Макс, когда? Ну, давай-ка огнеметика достанем. Валера, настало твое время. Я думаю, наверное, сохраниться бы лучше. А то, что мало ли, не вывезу с этими ребятами. Макс Лонг. Середина апреля. 1 апреля. Далековато тоже еще. Стой. Надо бы нам вот это дело вот поставить как оружие. Стой. Серега. Оружие. С этим ковидом снова днюха на хате. Ну, или в гараже. Быстрый доступ. Вот сюда мы его воткнем. Да? Пускай дробаш пока полежит, он не особо пока нужен будет. Сейчас, если только нужен пистолет в основном. А чё, где зеленка Макс вся? Лонг. Да время летит незаметно. Только глаза прикрыл, уже весна наступила. Да. Глаза открыл, глаза прикрыл, хуяк, уже тебе 50. О. Сейчас второй еще бахнется. Давай, давай пожарим этих обезьян. Здорово. Ну, такое себе. Но гораздо эффективнее, нежели, блин, я с них этого огнемета стрелял. Он, конечно, не поджаренный, но потом встанет обязательно. По идее, второй должен был упасть, Макс Лонг. но его нет. Стрим тленом покрывается. Ахахаха. Давайте тему менять. От стрима начинает вонять нафталином. Так, надо это какого? Надо того самого открывать, короче, да? Вот эти все штучки. Бля, короче, тут опять будет замес с этими пробирками сраными. Вот, сука. mr.тостер. Это что за план с vs Zombies? Так вот, сейчас придется этих планцев уничтожать. Сейчас они все повыползают. Ну, вот это меня больше беспокоит, потому что придется, блин, опять эти пробирки мешать. А где все-то? Есть тут кто-нибудь? О, тихо, кто? Здорово, ёпта. Поджарим. Серега З. А че все в 6 уже на стриме? Никто не работал сегодня. У меня сегодня выходной. Дополнительный. Мне завтра с утра. Макс тут у нас уволился. Тихо, он чуть не напал на меня. Смотри, какой пиздюк, а. Гнида, блядь. Тут 4 должно быть. mr.тостер.
Да, я такой. Да-да. mr.тостер. Я не работаю. mr.тостер. Буду жить за ваши налоги. Дармоед. Дармоед на хлебник. Кстати, что там тебе берут? А сколько должны платить? Тебе говорили? Там, по-моему, что-то какую-то почти целую зарплату ты должен получать по среднему в течение полугода, по-моему. Серега за тостер 13 рейд месяцев. Макс. Блять. Сука, сейчас же и те встанут тоже. mr.тостер. Пока нет, но по идее 12300 вроде. Да, такое себе. mr.тостер. 5 го все скажут. Я понял. Тут еще порох у меня был. Вот он. Давай-ка мы скрафтим. Что-то пострелять. Ну, ок. Все, по идее, ничего больше лишнего нету. Херово, что эти сволочи очень быстро встают. Прям что-то mr.тостер. как-то вообще И быстро. да, Серег тостер рейд Макс. Это кто из них, кстати? О. Я какого-то поджарил, а какой-то пизданулся отсюда. Ты чьи будешь, пес? Бля, сейчас, ну там сейчас по-любому те стали. Серега за походу я бухой был и не запомнил. Не валяшки сраные. Не, пока лежат. Лежат и пухнут, короче. Ну-ка, давай-ка их это порежем. Серега за. А чё у тебя случилось? Он решил перестать работать. Взял себе мини-отпуск. Ну все, вроде, кибаны тут въебал, короче, пойдем. Вот, подожди. Вон там этот еще. Подопух немного. mr.тостер. Сгорел как бенгальская свечка. Выгорание на работе. Это, конечно, не очень тема. Синтез гербицида. Да, спасибо. Вот опять это говно, короче, делать. Уничтожьте, говорит, образец всех дел. Бля, блокнотик, кстати, забыл достать. Еще порох. Блин, надо было. Да. Но Серега за. мне еще Буквально. дадут. Ах. Мне надо будет еще скрафтить порох. Тут ничего такого полезного. Пошли, короче, выложим все лишнее. Можно сразу же все пароли ввести, открыть себе все двери и потом спокойненько шароебиться тут. Я думаю, коды те же самые. Сука. Опять набухает он лежит. Пидоры. Так, лишнее у нас что? Порох, граната. Да, в принципе, вот этот, наверное, пистолет тоже. Ну, чё вы там? 5 патронов. Его выложу, хоть побольше инвентарь будет. И здесь, по идее, нож этот скоро сломается. Давай тоже его за борт, короче говоря. Сейчас я блокнотик возьму там в парольки все, чтобы не бегать туда-сюда.
Ну вот. Все пароли на месте. Инвентарь что? Пустой. Сокращаем себе момент беготни. Вот сучонок, а. Я ж только что его резал. Уже, блин, встать успел, падла. Так, какой из них к чему хер его знает? mr.toaster. У тебя там что, книжка 1000 кодов от резидента? Да, помнишь, как раньше были на Сегу, на Денди, короче, там такая описание, пароли и все такое. Я записывал, когда заклад проходил. А он не работает, да? Ну-ка, давай еще, давай другой. Они, короче, походу пароль поменяли. Серега, блядь. Сеговская, кстати, где-то валяется. Не, у меня была одна книжка, я ее выебнул. Уже очень-очень давно. Книжки были клевые. Нет, не подходят эти пароли. Будем заново их узнавать. Тлеющий уголек. И ДДQD. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как он шустро, напал на меня. Ты чё, урод? На, получай, фашист, гранату. Придется всех истреблять. Кстати, здорово, уголек. Тут сейчас он тоже. Ребята в уголька превратятся. Тлеющий уголек. Да, как ты в тему зашел. Тут как раз истребление огнем. Лечение говном. А третий где? Или он тут и сгорел вместе со всеми? Они ж бессмертные. Ну да. Ну, у меня еще есть там где-то сколько? 150-200, наверное. Имеется огнемета, так что. А вот эти, смотри, как они поплавились хорошо. Может, они больше не встанут? А тот тогда что гуляет по этому несожженный? Как это работает, я пока хуй его знает. Ладно. Так, зарисовываем новый пароль. Серега, походу смертные. Походу. mr.toaster. Вверх, вверх, вниз, вниз, слева, право, в старт. Это у нас, по-моему, код Konami, да, если я не ошибаюсь, был? Там на бессмертие, на уровне. Но он часто почти на всех играх подходил такой код. Ну, по-моему, я им никогда не пользовался. Ну-ка, давай попробуем что-то вот этого чувака как-то это покоцать. mr.toaster. Может, он так же Вроде сгорит? да. Может, он так же сгорит, как и вот эти? Ну-ка, товарищ. Вот второй там тоже обожженный лежит. Как тебе такое, Илон Маск? Все, он спалил. Серега, Он сгорел, значит, кстати, он подох. Death Stranding надо допройти Киберпанк. Ну, я вот Death Stranding прошел. Чушь вообще неимоверная, блядь. Вот серьезно. Я не понимаю людей, которым понравилась эта игра. Я просто под конец фейспалмами сидел, блядь, башку себе колотил. Ну, потому что это вообще какой-то пиздец. Так, особенно когда в конце там, ну, я особо спойлерить не буду, но когда там механика в конце последнего финального боя меняется, это вообще бред полнейший просто.
Ощущение, знаешь, то, что Кодзима, блядь, он приходил на работу, писал чуть-чуть сценария, потом такой Макс Лонг. уходил как бы, Она прикольная, как песочница. он уходил потом на работу. Тостер. Ты не понимаешь, это Кодзима, это не для всех. Кодзима потом уходил с работы. Серега, мне потом понравилось, но очень «Блядь, чё я специфичная написал?» после Metal Gear. Он долго не мог вспомнить, что написал, и потом, короче говоря, писал, что попал. И так он до конца сценарий одно с другим не соединил. В общем, там под конец уже просто набор какой-то идет событий, не совсем связанных между собой. Как песочница, ну, блин, я не знаю. Может быть, она как бы первые полтора Тлеющий часа уголек. может быть интерес. Я один раз посмотрел, мне хватило. Какой, ну, как бы ты начинаешь играть Death Stranding, такой, вау, прикольно, вроде механика новенькая, интересно. Начинаешь что-то там строить, ну, пытаться побольше ресурсов каких-то захватить, там, чтобы построить одну дорогу там. Я, короче, в итоге 2-3 дороги построил, ну и до меня дошло то, что Кодзима всех наебал, как бы, и нет никакого, скажем так, косвенного участия людей рядом. Ну, типа, он же ее замысливал как коммунизм, типа все объединяйтесь, игроки, там, скидывайте ресурсы и стройте там, ну, для всех общие там дороги, мосты и так далее. И типа по логике вещей, если долго в Death Stranding лобать, то ты там потом уже должен чуть ли не по городу просто кататься спокойно на машинах. Вот, потом я у кого-то посмотрел тоже, сидит чувак, лобает, у него, я пригляделся, у него там же раскидан этот лут в тех же местах, мосты там же построены, и такой, блядь, Кодзима, ты всех наебал. И, короче, блин, сразу же интерес к этой игре просто пропал. Нафиг. Привет, помнишь меня? Серега. Не знаю, в онлайне у меня половина всего было. Нафиг, здоров. Нет, я не помню, ты, наверное, давно уже не заходил. В онлайне, я вот играл в этот Death Stranding на плойку. Там, по идее, ты уже априори онлайн. Так что все его задумки, короче говоря, не работают. Ну, какую-то фигню там, иллюзии. А сколько тебе лет? Как мы сегодня выяснили, мне сегодня 35. Пока что. Так что весь его хваленый Death Stranding, оно сплошное наебало. Макс Лонг. Там же онлайн вроде отключается. mr.toaster. 46 меганик. Спасибо за донейшн. Thank you for donation. 33 тебе. А помните сиськи? Да, эти сиськи, наверное, уже войдут в историю, короче говоря. Так, все, мужчина встал, аккуратненько. Ну, падайте, не стесняйся. О, полежи, отдохни пока. Ой, он уже третий раз, наверное, да, встает? Вот такие вот неугомонные чувачки. Ему бы этими тетехами Слушай, а здоровенными ловко по ты это башке. придумал. Ему бы этими тетехами здоровенными по башке бы надавать. Точно бы не встал. Тлеющий уголек. Donation Sensation. Double penetration. Так, ну, в принципе, все. Серега. Хороший повод. Так, что у нас? УРФ. Давай изучаем. Ставим на УРФ. Дин-дин-дин. mr.toaster. Donation Sensation просто офигейшн. Чумачейшн. Ну, почти же рядом. О.
Пришпандорим сейчас я. Айда пушки, айда сукин сын. Вот и свет дали. Кстати, сейчас ликеры могут полезть. Я ж тогда свет включил, а они повылазили. Это тут тетенька потрепыхалась. Походу я ее не добил немножко. На всякий случай. Все, пожалуй. Так, на случай важных переговоров. Пистолета-то нету, но мы поставим вот сюда. Дробашчок. Как раз 12 выстрелов. Если ликеры полезут, то самое то будет от них отбиваться. Так, у нас вот здесь, по-моему, просто с электричеством комнатушка, да? Да, тут и сохранение, и всякая пижня. Ну, практически ничего тут интересного нет. Порох, да. Всякая дичь. Топливо. Ебаной. Мы сейчас как заправим, да? Вот так. 200. Но тут, наверное, тогда самое в тему должны ребята эти еще повылезать. Не дадут же мне, ну, не будут же мне патронов наваливать на огнемет, когда больше потом сжечь просто некого. Скорее всего. О. Дробовик, это хорошо. Сохраняемся, да, пожалуй, чё? Опять нож. Ну, норм. Патронами разжился. Чуть-чуть. 33-е сохранение нужно. Что-то я разошелся. Ну, зато бежать далеко не надо будет, если что. Тут ебаки могут выскочить в любой момент. О, типа того. Тихо, тихо, тихо. Второй. Болидво, а? Блять, а какие? Ты смотри, посыпали. Все, барсы. Серега-зе. Я не отбился. Или тетехи. Он сзади? Да. Закошмарили меня. Я не был готов, что они прям вдвоем будут. Такие педики, а. Можно было похилиться, конечно, но надо это как-то поаккуратнее все сделать. Давай, давай, вот так вот. И куда-то надо быстренько бежать, короче. Давай, подходи по одному. Тлеющий уголек. Гнида, а? Слепу Какая? А суки вы, блядь, дайте хоть похилиться, они долбят и долбят. Что, использовать, да. Надо, короче, быстренько куда-то бежать. Пидорьё, перезаряжаться не дают. Быстрее, быстрее. Сука, догнал. На, прям в дупло его. -1. Там еще второй носится. Ну, я так полагаю, что он вот тут. Или тут. Так не, роднули. Бля, какая по жопе надавали мне, короче, дважды, блядь, попали. Какое? Раза 3, наверное, да, меня зубанули, блядь. Жесть.
А в прошлый раз там без света же я подходил, просто их в жопу стрелял им, и все, они вот в этом коридорчике также были. Тарасы какие. Придется траву сожрать. 6 патронов осталось, охренеть. Вот что они мне давали тут. Безвозмездно. Давай сразу с красной травой, ее все равно до хрена. Кинопредира. Лайк, я отсыпный, завтра выходной. У меня 200 ГР водки и банка девятки Балтики. Ветчина по уценке и картошка с яйцом жарил. Хлебушек и 3 сигареты сойдет для сна после сна? Чумовой расклад, я смотрю. Ты готовился, походу, да? Приятного аппетита, чё? 200 грамм водки? Что-то как-то несерьезно. Надо было литрушечку брать или 0,7. Тем более у тебя завтра выходной. Эти 200 грамм, ну, голову не обманешь. Как говорится, нам не нужно 900, 2 по 200 и 500. Стоять. Тут еще может что-то быть. Так. Между столами вроде что-то валялось. Тоже. О. Скр, 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 спасибо за donation. Скр, 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 thank you for donation. Надо закрепить. Спасибо за закрепление. Так, чем бы его так долбануть-то? Есть, в принципе, Матильды немного. Да, вот, 13 Матильда. Макс Лонг. 200 грамм водки и банка селедки. Кинопредира. Я всегда готовлюсь, живя с предками, просчитываешь все ходы наперед. МР. Тостер. Каждый раз весело. Тлеющий уголек. Кто это озвучивал? Тихо, 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 тихо. Ну ладно, вроде норм. Отбился, хоть не грызануло. Падла. Главное, руку ей отрезала, она все это. Все в бой рвется. Серега З. Не я. Я не знаю, кто это звучал. Верно, на просторах великого интернета нашлась то гифка и музыка. Так. Ну, смысл сейчас сюда, в принципе, ну, можно зайти так чисто посмотреть, может быть, что-то взять можно. А так, по идее, тут без заполненной скляночки тут делать-то и нехер. Мужичка порубить. Хули он тут спит, бомжара. По-моему, тут где-то порох был. Вот он. Вот он, порох. Сейчас на статуэтке там уже по факту гляну. Какой пароль. Или так вот можно вернуться. Тут у нас человека 3, по-моему, да, в коридорчике в этом. О. Мужчина. Приятной наружности. А, как ебучка разлетелась. Красота. Здесь потом еще эти, как его, один травяной ходил, вот он. Сейчас мы и его пожарим. Вот так вот. Короче, когда он вспыхивает конкретно, тогда он все, он дохлый. Сейчас он не сгорел. Давай-ка ему яйца пожарим. Любой после литра водки и Балтики, девятки, полторашки Глинсонов. Ну, Балтика девятка это уже конкретно для гурманов, походу. Для настоящих мужчин.
Блять, наверное, девятку, может быть, один или два раза в жизни пробовал. Вот как их надо было добивать. Просто чуть поджечь. Подождать и еще раз поджечь. О, прилетел. Голубь сизый. Ну-ка, давай. Вот так вот. Бум. Не, ну прикольно тоже пиздак у него лопнул. Как клюква, блядь. mr.тостер. Сказал человек, пивший портвейн. Ну, портвейн это одно. А девятка это другое. Это прям достучаться до сердечка. Тихо, ну тетя, ну ёпа мать. Серега З. Отвлекся. Я пробывал пару блоков 9 в универе. Ну и как? Лютая пойла, да? Согласись. Ну, там, по-моему, девятки 9 градусов так и было, да? mr.тостер. Кстати, хорошая девка вкусная. Тлеющий уголек. Портвейн 3 топора. Да, 3 топора. Что там у нас еще? Какой у нас был волшебный? 72-й. mr.тостер. Лет в 14 пил. Фишка портвейна, главное, чтобы там было много сахара на дециметр кубический. Когда он сладенький. И башню нахуй сносит. Ебеня. Так, что там у нас? Не написано. То есть сюда как бы ничего нельзя втыкать. Ну и ладно. Я не помню, что я в прошлый раз-то получил с того, что я туда воткнул этот модулятор. Кинопредира. Серега З. Привет, кстати, и все. Без девятки чекушка водки на ветер. Серега З. Я алкашку попробовал впервые на 2 курсе. С 2 бутылок пива блевал весь следующий день. Чуть не сдох. Жесть какая. С 2 бутылок пива блевать. Ну, может быть, она просроченная или какой-нибудь, не знаю, была у Батсона. Или... Это больше на отравление похоже, по-моему. Так. Тлеющий уголек. Закусывать надо. Ну, тоже верно, кстати. Хотя, что там это пиво закусывать? Не по-мужски. Надо занюхивать головой друга. Ну, по идее, что, мне вот эту статуэтку-то можно и выложить. Нахрен она нужна еще? Тишина какая. Никого не ходит. За Клэр было гораздо жестче. Все паленые лежат. Какая красота просто. Никто не доебывается. Серега З. Кинопредира, привет. Тлеющий уголек. Пиво, жидкий хлеб. Ну да. Кстати, прикольно пивасика в парилке поддавать на каменку. Запах прикольный потом получается. Чё? Так. Серега З. Ну вот сейчас бурбон пивом запиваю с мясом. Ну, бурбон, кстати, я бы вот отнес это ближе к портвейну, кстати сказать. По вкусовым ощущениям. Такое себе, конечно. Чё за хуйня? Ну-ка, ну-ка. Давай еще раз туда сбегаем. Почему кот не подходит? Бурбон, вермут, они примерно из одной серии. Портвейн сила, помню, купил бутылку попробовать, в квартире был день и резко наступило утро, а я сплю на полу на кухне. С тех пор позабыл вкус портвейна.
Серега. Лишь бы белку не поймать. Да ну, с портвейна, ну, чтобы вообще, чтобы белку поймать, надо очень дохера выпить. Ну, в смысле, бухать как бы несколько лет подряд. А так-то что, если, допустим, ты обычный домашний алкоголик, который пьет ежедневно там, ну, не знаю, там, по 0,5 в день. Ну, даже не по 0,5, допустим, хорошо. Условно, по чекухе каждый вечер, то с этого белку не поймаешь. Тостер. Белка приходит, когда бросашь. Не факт, кстати. Белку можно словить, когда ты еще это какая. Тостер. Резко. Белку можно словить просто, когда вот у тебя идет интоксикация большая. Блять, а чё пароль-то не подходит? Чё за беда? Давай еще раз. Прям по клеточкам это говно зарисую. Серега. Не, белок нам не надо. Я закусываю. Пятница же. Ну и правильно. Тлеющий уголек. Клуб анонимных любителей выпить. Типа того. Я Алексей и я алкоголик. Тостер. Может, пароль нужно ввести за дом наперед. Не исключено, но давай сначала попробуем первоначально ракурсе. Тостер. Почему любителей? Гурманы, блин. Серега. Ну тут, походу, мы не анонимные. Каминг-аут. Вот у нас у сомелье. Тостер. Я так разрядник. Так. У тебя какой там КМС, да? А, вот, я неправильно вот эту штуку уводил. Вот это вот подойдет. Кинопридира. Когда бросаешь, приходит грусть и депрессия. Да вообще, в принципе, алкоголь это еще тот антидепрессант в любом случае. Если даже ты бухаешь, я уже может быть депрессуха. Сначала тебе весело и забавно. Ну, каждый, конечно, по-своему воспринимает алкоголь по этому поводу. Но, как правило, тебе весело и забавно сначала, а потом наступает пиздос, и ты такой, как унылое говно. Поэтому лучше сахар употреблять, если ты пьешь. Скр, спасибо за donation. Скр, thank you for donation. А вот и занюхать. Да, я думаю, у этой бабки, наверное, охуенно воняет под сиськами и под мышками тоже. Так, начинаем, короче, вот эту вот эпопею сраную, короче, с переливанием этого всякого говна. Тостер. Кинопридира. Алексей, куратор нашего кружка анонимности. Да. Тостер. Это просто офигенно. Тоже, да, проперся с этой хуйни. Так, надо теперь досямкать, короче, как я делал в прошлый раз. Макс Ланг. Ну вкусно, вкусно. Не по вкусу вкусно, но по сути вкусно. По сути, да. Я тоже помню этот, блядь, мем. Угарный. Они там, по-моему, про боярышник пиздели, эти алкаши. Так, надо, короче, все, наверное, вместе слить в одну большую для начала. Так. И вот сюда еще. Тостер. Да. Потом мы с большой сливаем в маленькую. И она заполняет ее целиком. И еще кусочек остается. Вот этот хвостик сраный. Надо как-то вот четвертушечку вот эту добыть. Чтобы по сути было вкусно.
Давай так вот, да. Это у нас 1/4. Ее мы сливаем в маленькую. По-моему, так. Чё? Так, сейчас надо сообразить. Нет, опять что-то бред какой-то. Я не помню, как я делал. Твою же мать. Ну, это шило намыл. Если я с большой переливаю в маленькую, это будет ровно половину. К этой половине надо еще, получается... стой, тут уже средняя мензурка не подойдет, как я ее собирал. Тут у нас подойдет большая, вот условия задачи типа изменились. Кинопредира. С такой бабкой мало будет бутылки портвейна, чтоб занюхать грудины ее. Да, тут, наверное, надо будет, наверное, литра 2 самогонки желательно, или спиртяги лучше чистой. Потом залезть на нее, по сиську ей напихать и спать лечь, короче. Ой, бля. Надо, условия задачи изменились, надо, короче, получается, вот эту вот большую пробирку набрать не до конца. Так она заполняет ее полностью. Потом мы ее... Нет. Короче, я опять пока сейчас рандомно не захуячу. Допустим. Из большой надо перелить сейчас в маленькую, то что получилось. Теперь мы средний возвращаем вот сюда. Сливаем с нее все в большую. Ну-ка. Нет. Надо еще, получается, поделить в маленькой то, что есть напополам. Серега, за это как загадка в крепкий орешек 2. Перелей раствор из большой колбы в малую, затем из малой переливаем в среднюю, а далее большую колбу из средней. Из большой в малую. Так надо, получается, тогда все слить сразу же. Ну, допустим. Из большой мы переливаем в маленькую. Она заполняет ее полностью, сливая тем самым из большой половину. Из малой переливаем в среднюю. Ну, допустим. Из малой в среднюю. Из большой в среднюю. Кинопредира. Леша ветчину взял по оценке по 49 рублей 2 пачки выручает. Под списку напихать после 2 литров сил не хватит. $49 2 пачки.
Не обосрешься с ней. 49 рублей, что-то как-то вообще, по-моему. Там, наверное, мяса нету. Так. Что там? Из большой в средний. Нет. Надо серединку. Ну, вот, в принципе, тут сейчас шило на мыло. Я просто надо маленькой. Тостер. Серега, я песню уже заготовил. Кинопредира. Леша, ты смешиваем спирт с водой? Да. Спец с водой. Надо как-то вот из мелкой, короче, половину выделить. Тогда заполнится эта шляпа. Как это сделать? Давай назад. Сливаем сюда. И здесь, наверное, уже не поместится больше, да. Так, вот, уже что-то иначе. Кинопредира. По 49 рублей пачка норм мяса. Так, стой. Кажется, уже получается. Вот, и теперь сюда надо половинку залить вот из этой маленькой. Как ее тогда разделить? Блять, поделить-то ее грамотно. Серега, Зайня. Делаем так. Большую колбу наполняем полностью. Из большой колбы наполняем среднюю, а из средней перелейте в малую. Большую колбу ставим на первое место, и из малой переливаем раствор в большую. Из большой колбы наполняем среднюю. Я вот половину как-то решил, но не могу вот мелкую разделить. Ну давай. Кинопредира. 200 ГР водки допилить осталась девятка. Блин, хватит ли для сна, навряд ли. Так. Да, я Серега, почти сделал, но блин, дело в том, что ты почти сделал. я не знаю, как разделить вот половину маленькой. Из большой наполняем среднюю. Ок. А из средней переливаем в маленькую. Давай. Из средней переливаем в маленькую. Серега, О, ну среднюю в малую лей. теперь Серега, большую ставим на кодом первое объединяй. место. Большую ставим на первое место. Давай. Вот так. И получается, из малой мы переливаем в большую. Нет. Надо половину средней еще тогда отковырять. А вот как эту половину разделить? Вот хуй знает. Тлеющий уголек. Кручу-верчу, запутать хочу. Да, вот эти пятнашки ебаные. Я в прошлый раз просто рандомно это все хуйню решил. Практически случайно она набралась. Так. Серега, Допустим. из большой теперь в среднюю.
Теперь давай-ка мы. Серега. Блин, все херня. Переделывай. Все хуйня, Миша, давай заново. Серега уже просчитал все математически, химически насчет колб. Надо вот сюда. Вот она, эта часть недостающая. Теперь сейчас маленькой и в большой одинаково. По идее, большую надо ставить сюда. Ну-ка давай. Есть. Случайно. Наконец, ты лучший, Лех. Ювелир. Тоже практически случайно накрутил. Максланг. Ёбаные пятнашки. Да, ёбаный, еще как. Слава богу, по-моему, в прошлый раз я подольше с ними сидел. Сейчас чуть-чуть побыстрее. Там когда странное количество такое, знаешь, не совсем ровное получается, как ты обычно переливаешь тудым-сюдым. Тлеющий уголек. То На персточнике. все ок. Так, теперь надо что? Надо вниз, надо замораживать это все дело. Потом распылять. Что-то какая-то музяка зловещая лобала, как будто сейчас это кто-то нападет на меня и за жопу схватит. Но нет. Хватать-то некого. Все уже разъебаны давно. Все спят. Спасибо за donation. Thank you for donation. Ави, Алекс. Ави. Всё, запихиваем. Заморозку. Сообщение уже давно прочиталось, она все сиськами трясет. Кинопредира. Вот это да, Леша, ты ювелир. По-моему, там что-то у меня на донате на 200 рублей, по-моему, робот из робоцы потрахает эту какого стиральную машину. На 300 рублей, по-моему, что-то у меня там ставил я корейца. Там где-то чуваки с пюрешкой, короче. В общем, там накидал так по-быстрому. Надо потом будет поковыряться, другие гифки поискать. mr.тостер. Подрубаю большой телек, хочу на большом теле на даму посмотреть. В увеличенном виде. Можно еще лупу взять, чтобы виднее было. Главное, чтобы шишка не встала, а то за малафин тут все нахуй. Русфиар. Всем привет, друзья. Кстати, я когда, по-моему... А, нет, не в этот раз. Я бежал, когда с этой флягой сюда. Там еще один гаденыш, этот зеленый, вылез. Он как раз тут тусовался. Здорово, Русфир. Серега, привет. О. Вот и пропуск. Сработал. Лусти браслет. Внимание! Город подлили опасный раствор. Без получения предварительного разрешения. Ваши действия задокументированы, и против вас могут быть применены дисциплинарные меры. Стирох, засватаем тебя, чую, тостер. Ига.
Тлеющий уголек. Бонжур, Чё? ёпити. Ой, ёпта, нихуя кто, какие люди? Воу-воу-воу-воу, ребята, вы не прихуели слишком? Что-то дохуя народу тут бегает. Какой я ему нож херачил? Ну слава богу, пускай он с этим тусуется. Я его даже возвращать не буду. Пошли они в очко. Нихуя голубей, тиран появился. Неожиданно. Вот это поворот. mr.тостер. Эх, а я чё? Я не против. Стоян, да? Русфиар. Восстание плесени. Да, тут откуда-то новая плесень появилась, еще и тиран. Но я думаю, то, что он, Серегазе. Пошлый жара. по идее, он за мной уже не гонится, да? Ну, покер, там собирать мне уже нечего, пошли они нахер. Я слышу, что он там топает. Добудьте, говорит, образец в крыле. Я непременно. Тиран еще, кстати, в костюмчике. По идее, он уже должен был мутировать к этому времени, разве нет? Серегазе тостер походу совсем одичал. Как там этот, видели, да, прикол, там бабка орет на этого, на чувака. Заебал, говорит, всю плитку уже нахуй повыдолбил, пизду себе купил резиновую. Всю плитку ей повыдолбил дома. Русфиар. Конечно, не гонится. Это он по своим делам идет. Ну да, ничего страшного. Главное, я от него по шустрику съебал. И все. Hopefully the G sample's up here. Надеюсь, G образец где-то тут. Надеюсь. Лететь-то, блядь, далеко отсюда. Здрасте. 5 кассет. С порнушкой. Там, наверное, бабу такую с тетехами показывают. Серегазе. Оу, пиво заканчивается. А что ты так не продуманно набрал? Надо было побольше набрать. Штучек 10-15 с запасом, что. Как говорится, все, что не выпьем, останется в холодильнике. Так, изучить. Там у нас АВС. Серегазе. Еще вискарь есть в запасе. Угу. Ну вот. Так что, наверное, уже Кинопредира. пора переходить. Ссылка. Стераха я чё? Я не против после Балтики 9 и 200 ГР водки. У меня еще 3 сигареты осталось, может вдвоем к ней присватываемся на ночку. Может 2, если самогон будет. Если эта баба готова, конечно, обслужить двоих, то почему бы нет? Почта Биркина. Приостановка исследований Джули приняла решение остановить все исследования. Но это понятно, это я уже опять тоже читал. И, я, наверное, еще и кассету эту тоже видел, да? Давайте, it's porno time. Да, я это видел. Серегазе. Я думаю, эта бабца и 5 заарканит. Плюс у нее еще, наверное, это под сиськами много чего можно сохранить. Так. Сейчас у нас, по идее, будет финальный босс. Мы на него берем. Где у нас волшебный? Крупнокалиберный. Та-дам. Пленка нахуй пошла. Вот он. Громовой ястреб. Вот они, потрошки. Это, наверное, вряд ли пригодится. Огнемет. Я его из пистолета, в принципе, захерачу.
Вот это вот не надо будет. Кинопредира. С такой грудью она обслужит весь наш анонимный клуб сможет. Дробаш, в принципе. Погоди-ка. М19, 9 патронов. Да, вот эти вот не нужны. А где волшебные патроны тогда? Вот, 20 штук. 3 в стволе у меня торчит. На дробаш 8 патронов. Мало, конечно, ну ладно. Так, лечебный спрей. Парочку сразу. Сходу так. 3 давай. 4 давай. Пленка-хуенка, граната. Ну, да, в принципе. Ну, если что, ему в ебучку засунет вместо ножа. Давай нож еще. Серега Лех, а ты после босса все. Конец. Или дрился начнешь? Не хотелось бы так быстро заканчивать наш клуб. Нет, конечно, да. Еще DLC, там посмотрим, что там за тофу можно полобать. 4-й выживший, может, глянем. Ну, короче говоря, это еще явно не последний стрим по второму резику. Если я его прямо сейчас как бы забацаю босса, конец игры. Ну, блядь, я по-любому его пройду, как бы тут гадалки-то не ходи. Просто как долго он займет, у меня времени не знаю. Так, вот зеленая трава, да. Кинопредира. 9 допита. Осталось 3 сигареты. Думаю, что делать далее. Сходи еще за бухлом. Янка, хуянка, ну тут в принципе все. Ну и вот. Гранату давай еще возьму. Хотя я думаю, они мне особо не пригодятся. Ладно. Так, мега-пекаль есть. Патроны для этого есть. Серега З. В магаз от добавкой шатать Леху надылся после быстрого босса. Да, наверное. Кинопредира. Серега З. Айда с нами к бабище. Вспомнишь студенчество. На студентах токсички не висят. Я не знаю, это хорошо или плохо. Но в этом должны быть какие-то плюсы. Так, траву, короче, я эту брать не буду. Нахер она всралась вообще. Мне все равно она бесполезняк. Уже. Тут, по идее, больше ни хрена. Угу. Сейчас катсцена будет. Кинопредира. Маргулис Чинель скажу, если не спалят предки. Надо, короче, вот этот пекарь. Да, ёпта. Вот этот пекарь. На быстрый доступ поставить. Дробовик. Угу. В принципе, и все. Ой, да хороший. Валеру достаем. Сейчас будем мотать этого пиздюка. Миниган он борзый. Вот этот миниган. Магнум он борзый. Кинопредира. Он Когда выебывает его висят, хорошо. можно укрыть свои уши во время сна, если холодно. Да не только уши, на одну сиську лег, другой накрылся, да и все. Как... Матрас не нужен. Подушка тоже. Вот эта штука уже открыта, и медальон в ней торчит, значит, Клэр уже была тут. Не так уж сложно. Ладно, пора возвращаться к Аде. Серега З. Да вы, батенька, эстет. Да. Короче, вот это лишнее, по-моему, пижня. Порох. Ну, у меня есть еще один порох. Но что от этого толку-то? Давай-ка мы вот это выложим.
Два больших соединить, я не помню. Что получается в итоге? То ли дробаш, то ли пистолет. Пистолет, это Матильда. Ну и чё толку с ним? Нет. Надо было с белым объединять. Ну и хер бы. Мне достаточно магнума. Сохраняемся. Self-destruct sequence will begin when lockdown is complete. Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected. Facility lockdown. А где Жиркин? Self-destruct sequence. Эй, Бирыч, о. А я-то думал, скучать придется. Вот и Жиркин. Фигу у тебя ствол. Как говорят парни, 23-25 с ума. Да-да. Кинопредира. Голову укрытия, вдруг задохнусь. Я требую продолжения банкета. Серега Зя, занимай 135 рублей на чекушку до зарплаты. Пистолет, смотри, у него какой в катсцене махонький такой, как член его. А когда ты уже начинаешь играть, у него пистолет, как у Робокопа, нахуй сразу же вырастает, как у носа Пиноккио, блядь. Вот такие дела, да. Отойди, он мой! Я должна совсем покончить. hell's going on? Что за хрень тут происходит? А то не видит. Серега Прости, Зя, Вильям. куда кидать? Ты не оставил мне выбора, там что-то бла-бла-бла. Он, естественно, сейчас встанет. You called this thing William. Ты назвала эту тварь Вильям. Почему? Все должно бы быть иначе. Амбрелла виновна во всем этом кошмаре. Ну, бла-бла-бла. Ты тоже из Амбрелла. Involved in this. Можно сказать, ты к этому причастен. Но мы никогда не хотели ничего подобного. Then tell me everything. Расскажи мне обо всем с самого начала. Сейчас будет одна история охуительней другой. Так просто вам не уйти. Вот, он себе въебывает пилюльку. Витамин С вхерачил себе. Боже мой, Вильям! Что ты наделал? Ёбаный ты дурак. Совсем, что ли? Made this monster. Это твоих рук дело. Мы создали G-вирус, но никогда не собирались играть со словами можно сколько угодно. Но все равно вы ответите за все. Бабу повторно убивают уже. Во второй раз. mr.тост. Стрим плавно перетекает в пьянку. Пятница? Че? Пятница, развратница. Какого, говорит, хера? Серега Зя. Сейчас вроде мульт выйдет по резику новый. Да, там что-то мультик планируют, они ремастерят 4-й части, DLC для 8-й части. Планов у них дохуя, короче. Серега Зя, каждый стрим у Лехи пьянка. Синька. Пьянка, синька. Так, Жиркин. Ай, не попал. Оу, оу май. Да, как раз. Сейчас бы прицелиться в него. Не прицелился. Жиркин шевелится. Серега Зя. А чё ли он бегать не умеет? Он же бегает. О. Минус коленка. Блять. Как-то он 2 раза меня долбанул, и я все. И наши полномочия на этом все. Как-то он не очень весело бегает. Кинопредира. Серега 3 написал, закушу пряниками, Да, лично блядь. кончилось по 49 рублей. Ты заебал двигаться. Дергается, пидорас.
О, вот так. Ай да Зыркин, ай да сукин сын. Серега, зачет ты скромно. Что купить хотел, то? Костюм с отливом и в Ялту. Опа. mr.тостер. В глаз бей как белку. Да. Ща мы его. Чуть-чуть нам Андрючим. О. Че, он шевелиться перестанет? Мудозвон. Тихо. Ах. Сколько добра уходит на этого говнюка? Не ори ты, ёпта. Ну, попасть-то я попал. Че, ну, колбасить-то перестанет? Оп. Подстрелил его чуть-чуть. Это у нас что? Флешка. Не то. Тут, по-моему, обычные патроны для пистолета. Не был магнум. Волшебный животворящий. Спрей. Ну, мало ли. Тут не то. Где же магнум-то у нас? По-моему, не тут тоже. Давай, цыпа, иди сюда. Эх, не попал. Да ёб твою. Где патроны для магнума? Вот и. 2 штуки. Нахер она нужна? Давай, наверное, похилимся, чтобы он пошустрее бегал. Не вижу, где Жиркин? Он это. Лабораторию свою разбирает. Ты дурак, что ли? Ну, хотя бы 2 патрона я попал. Хорош своими сардельками махать. Блин, он бешеный. Серега, в петлу херач. Ну, сейчас грудак надо пробить. Вот так вот. Ай, жопошник. Давай, наверное, да, вот так вот мы сделаем. Со щитом немножко побегаем. Да, осталось-то ему. Чуть-чуть. Долго дорезаюсь. Сука, в угол загнал. Ну и норм. Бля, 2 выстрела на дробовик осталось, и весь магнум я потратил. mr.тостер. Фанеру к осмотру. Такие дела. Target has been neutralized. Ending quarantine. Но это же еще не финал. Флешка, ну блин, нахрен она, можно было ее не брать. Attention. Unauthorized removal. Он сейчас у нас еще Мегабиркин будет, кстати сказать. По идее. За этот сценарий он там в мегамонстра превращается. Is now operational. Так что это еще не все, по идее. Надеюсь, что-нибудь дадут. Пострелять-то. Керосинку дали.
Вот как они им предлагали, чтобы я его что, блядь, огнеметом тут сжег? И все, наверное, да? Я походу все собрал уже. Да, это был последний закуток. Больше брать нечего. Херово. По патронам 48, это у нас для М19, короче, патронов. Можно смело, короче, дробаш укладывать. Смело укладывать дробаш, брать пистолет. Да и в принципе все больше. Ничего такого не осталось. Ох, выглядит хреново. Ощущение еще хуже, поверь. Слушай, насчет того, что ты говорила, я не знаю, стоит ли. Просто обещай, что уничтожишь образец G-вируса. Нет, это уже улика. Ее нужно сдать ФБР. Какой, блядь, у нас правильный этот, какой, да, блондинчик. Я, говорит, уничтожать не буду, я ее ментам сдам на опыты, блядь. Вот дурак, а. И так такой пиздец из этого произошел. Он еще оставить этот вирус хочет. Вообще мозг просто отсутствует. Ну. Может, он на кого-то работает? Ты доверяешь этой стерве? А к чем ты? Она не из ФБР, она наемник. Ну да, ему в этой, как его, в поезде Ада дала манду понюхать, у него колпак и снесло нахуй. Сейчас говорит, все сделаю, все, что хочешь, сделаю тебе. Только это, дай еще разок. Вот он и сейчас припрет к ней этот вирус. Она его продаст, а G-вирус получит тот, кто больше заплатит. Чушь собачья. Надеюсь, ты прав. Но если вирус попадет не в те руки, так и померла. Померла Санечка. Я и Санечка, она мне Митюнюшка. Умерла ваша бабушка. Все, на фуникулер, может у нее что-нибудь есть? Может можно поглумиться над трупом? А вот ее бить нельзя уже. Вот так. Стой, что такое? Порох. Есть, кстати, да, у меня еще один белый порох есть. Это же еще не конец игры, правильно? Ну-ка, давай. Поделаем, что есть. Нет. Патроны для пистолета, это у нас мотиль, да? Выкладываем дробаш. Ну, в принципе, можно огнемет достать. Гранаты уже точно не нужны будут. Если я буду нормально отбиваться, то так сойдет. Так. Да, вот это тоже не пригодится. Вот они, крупнокалиберные патроны. Пистолет одинарного действия калибра. Да, вот он. И все, по идее. 50 патронов на Матильду. Немного огнемета. 400 единиц. 50 патронов на М19. Ну, сейчас посмотрим, что там получится, если 2 желтых объединить. О, это магнум получился. Ну, не знаю, вдруг магнум пригодится. Мы его давай достанем. И вот так вот. Пусть тусит пока. Но основное оружие сейчас на него рассчитывать вообще не стоит. Все.
Ада, здорово, ёпта. I was just thinking about you. Я как раз о тебе думал. Two of us. Я тоже. Я начала беспокоиться. I was getting worried. No, we make a good team. Знаешь, мы хорошо сработались. Но у меня есть один вопрос. Way's clear. Путь свободен. Надеюсь, ты справился. Got it. Oh, I got it. О, я совсем справился. Блин, надо было сохраниться, кстати, я забыл. Дай мне убедиться, что это образец же вируса. Погоди, я тут встретил Аннет. She claims you're not. Она считает, что ты не из ФБР. Oh, Leon. Ах, Леон. Я такая пизда. Why couldn't you just hand over Нельзя было просто передать образец. I realized. As much as I wanted, До меня не дошло, что я очень хотел доверять тебе, но не доверял. I really hoped. Я так надеялась, что все закончится иначе. so that's all this was. Значит, все так и было. Для тебя я просто пешка. On to you. Look, I'm just doing my job. Слушай, я просто сделаю что-то выбор, а я стою, бросаю чертово оружие. Ты арестована. Отдай образец, Леон. Don't want to hurt you. Я не хочу, чтобы ты пострадал. Интрига. Напряженный момент. Тогда стреляй, только у тебя не хватит духу. А в голову? Он-то, блядь, он-то может выебываться, у него в данный момент бронежилет напялен. Как бы окей, стреляй мне в грудь, и мне будет похер, я как бы все стерплю там, раз ты такая манда, я готов собой пожертвовать. На в череп просто и все. И конец разговора. Ну и чё? Опа. Это у нас Аннет, да, стреляла? Весь рот в крови. Наверное, на клубнике наелась. No one gets that sample. Теперь образец не достанется никому. Так не доставайся же ты никому. Серега, чуть-чуть Йоху не зацепило. Ну да, еще бы немножко, и прямо у нее бы силикон потек. Но с этого ракурса лучше видно, кстати, сиськи ее. Зачетный экземпляр, я бы сказал. Дрысь, кажется, я не могу. Ох, дерьмо. Forget it. Серега, Лех, а чё ты в Заткнись, я тебя куртке деду. сидишь? It's not worth it. Почему в куртке? Таковта. Толстовка. Она тоненькая. Дома достаточно тепло, как бы, но не до такого, чтобы в куртке тусоваться. Don't do this. Не делай, говорит, это. Джеронимо! Take care of yourself. Береги себя, Леон. Серега, ну выглядит круто и креативно. Все майки.ру. Все, упустил он телку. Та-дам! Улетела, но обещала вернуться. Летит сейчас, попердывает, наверное. Хуйня, выживет, ей еще в шестую часть там тусоваться. Она еще в четвертой, кстати, будет. Что? Она не умрет. Ее залатает. Все, текаем. Attention. Attention. Так, чем постреляем-то? Давай, наверное, Матильду, да, возьмем. Хотя тут будут сейчас у нас эти травянистые ублюдки. Да и зомби тоже будут. МР. Да, по факту. Креативно сидеть в куртке. Кто смотрел этот какого выпуск, дорогая, мы убиваем наших детей, там где чувак не хотел куртку снимать, он просто сидел дома, лобал в GTA и жрал бутерброды, больше никак не питался, только бутеры себе делал горячие, куртку вообще не снимал, он сидел в кожане постоянно, с каждый день нахуй, пока батя его не психанул. Серега, как это узкоглазый выжила. Я упал на ровном месте и ногу сломал.
Ну вот так вот она взяла и выжила. Короче, батя у этого чувака, пока не психанул, куртку ему не порезал. Так у чувака там такая истерика была, пиздец. Его там толпой потом успокаивали. Угарный выпуск, посмотрите как-нибудь на досуге. Поржать чисто. Серега З. Срыный фильтры комментариев. Ну вот это YouTube, я не знаю, он некоторые почему-то, вот он Макс писал то, что некоторые эти, он даже скриншот мне присылал, то, что почему-то YouTube некоторые комментарии не пропускает, хотя там ничего такого даже не написано, ни ссылок нету, ничего нету, почему так он выебывается, я не в курсе, ребят, он пизданутый, не по моей прихоти. Я вообще все как бы слова, ну, запрещенных у меня слов типа нету, чтобы не пропускать. Так что я не знаю, что ему надо. Как он так работает, почему выборочно какие-то не пропускает сообщения, хуй знает. Это такое, ну это, блин, модераторство этого ютуба, я хуй знаю. Серега З. Ну вот да. Он плохие слова не читает, только частями. Да хер знает, писали, ну как бы маты, по-моему, он точно не пропустит. По-моему, слова со звездочками тоже, наверное, не пустит. Но это не точно. Так. Хер знает. Но никаких ограничений точно не стоит. Почему именно так он делает, я не знаю. Там вроде в настройках стрима тоже ничего такого нет. О, залупа говорит. Залупа, это хорошо. Ладно. Что там, 8 минут осталось. Ну, 9 минут. А, это 8 часов игры. Я понял. Че, мы долго ехать-то будем? Давайте уже. Замуровали демоны. Вот что крест животворящий делает. О, лячилка. Кто это? Клэр-то, ёп. Она как раз там Биркина разматывает. Леон, ты тоже здесь? Ага, у нас сейчас здание рушится. Послушай, тебе надо выбираться. Быстро. Да, отсюда есть выход. У нас получится. Ты где сейчас? Алло, блядь. Клэр, ты еще там? Леон? Леон, связь прерывается. Забудь обо мне. Уходи отсюда. Ну так вот, получается, Клэр сейчас в данный момент будет разматывать Бирыча внизу, поезжая на паровозе. Кстати, сохраниться бы надо, да. Будет странно, если мы с ним тоже будем пиздиться. Вообще будет странно. Ну, типа, логически неверно, что ли, что-то в этом роде. О, уебаны. Здорово. Здорово. Наш, Паш. МР. Тихо, не в ту сторону. Почему у него постоянно какие-то новые бабы? Почему новые? Блять, я не туда пошел. Твою же мать. Бабы-то не новые. Он сначала решил за Клэр, короче. Он хотел сначала Клэр переписюнить. А потом Ада подвернулась. И все, больше бабка нету других. Кого нож мой? У тебя? Нет, не у тебя. Серега З. У него усы командировочные. Это пропуск в трусы. Да. Усики, пропуск, трусики. Давай-ка мы возьмем это дело на всякий случай. А то сейчас наш пропуск наебнется в трусики. Кстати, с такой, как его, с таким огнеметом, которым он носится, он себе по-любому пропуск в трусы уже опалить мог бы.
И ресницы, и пропуск бы спалил к хуям собачьим. Тут у нас патроны. Че, не влезает? Ну вы даете, а? Подожди, должны же влезать. Не верю. Вот. 2 патрона дали. Вот вообще охереть. Ёб твою мать. А где растения? Хули это дурака этого позвали сюда? mr.тостер. Он же сейчас ученый Тусин. Так, валим, валим, валим. Заебись. Серегаза. Ученый старая доска. Но если только как вариант, он может быть с этим смутировавшим тираном будет биться, тогда я соглашусь. Но если сейчас Биркина еще раз покажут, будет очень отстой. Ну, как бы просто нелогически неправильно будет. Gotta keep going. Надо идти. А то ж. Давай, наверное, чтобы быстрее было идти, вот волшебный пендель. Только в какую сторону? Сюда? куда? mr.тостер. У него баб на квадратный метр больше, чем у нас в городе. А у них там эпидемия корона бушует. Соединительный штекер. Ох, а наш штекер не влезает. Давай тогда что-то выкинем. Блин, наверное, браслет нужен будет. Серегаза. Не, там все халтурно. А что я могу выложить такого, чтобы заебись было всем? Блять, патроны выкидываю. Ножи, наверное, не нужны будут. Давай, да, нож один мы выбрасываем. Как раз эта пижня здоровенная влезет. По идее, все. Сейчас мы эти сиськи сюда вставим и замутим глокомель. Так, ну я надеюсь на тирана, на самом деле. Он же должен появиться, а не Биркин. Биркина Клара внизу разъебывает. Вот, тирана поперла. Наконец-то. В течение Серегаза, игры. Макс. Ты либо без бабы стрим смотришь, как я. У тирана наконец-то пальтишка покоцалась, слетела наполовину. Сиськи оголил свои. Ну ладно, давай. Короче говоря, мы с ним будем мочиться, пока он это... Я не знаю, зачем я его жгу. Давай-ка, наверное, мы у него постреляем. 6 минут, говорят, до выхода. Просто у меня патронов 60 штук. Ай. Таямба. Неплохо пизданул. Я ж проследился. Плохо дело. Да вы швыряйте мне гранатомет. Че вы тупите-то?
Ой, это он первый раз только споткнулся. mr.достер. И в огне не горит, и в воде не тонет. Да. Универсальный мудак. Сейчас кто-то должен мне скинуть этот, как его, гранатомет. Ну вот. Либо я получу пизды. Последняя хилка. Серега З. Я в инстаграме увидел канал Лехи. Счет не развивается. Чё? Блять, я застрял. А что он в инстаграме делает? Ой, ему в сердце надо стрелять. Кинопредира. Я вернулся, чую, я сегодня точно усну без проблем, Серега За, респектуха отдельно. Ай-яй-яй. Чё там, кинули, не кинули? Во. Сейчас должна подмога прилететь. Ох, ё. А может быть и не прилететь. Вот он, наконец-то. Гранатомет. Теперь мы квиты. Ада жила. Жива. Блять. Серега За. Кинопредира орел чёрный. Сука, мне последняя подача осталась. Нахуй пошел. mr.достер. Бум. Я делал давно. В инсту канал. Ну как его распидоратило, даже позвоночник видать. 3 минуты. At the bottom level. У меня реально последний удар остался. Классно. Хе-хе. Вот это прикольно. Вот это прям молодцы. От души пизданул. От души душевной, душу за душу до слез. Кинопредира. Голос мой в озвучке Серегас обработан в программе Audacity, Леха не даст соврать. Серега За. Да. В инсте там нормуль можно замутить подписаться. Чё цочкуешь, Макс? Все. Он, короче говоря, сел на поезд. Отпизженный весь. Но Жиркин еще жив. Can't believe I actually miss her. Не думал, что буду по ней скучать. По Аде Вонг. Короче говоря, ему Клэр не нужна. Он хочет дрючить Аду, которая ствол на него наставила и наебала его в течение всей игры. Кинопредира. Как-то так. Серега За, мне бы подписать туда 1000 человек, чтоб у меня появилась графа сообщества общаться с подписчиками. Кстати, не очень-то часто подписчики в этой графе сообщества активно общаются. Я тебе так скажу. Нет, не торопись. Вот, на чем у нас как раз остановилась остановилась сюжетка Клэр А. Серега За. У Лехи уже 1,55 стало с этой недели. Радует. Причем я, короче, сегодня стрим запускал, у меня было 1.54, сейчас уже 1.55. Ок, молодцы какие. Всем спасибо. О, какая рожа у нее довольна. We made it. У нас получилось. Я же говорила. Who's this? А это кто? Что это за маленькая шлюха за тобой?
Это Кинопредир. Шерри. Понятно. Серегазаем небо 1000 человек, норм разделяющих Господи, что это было? Не знаю. Пойду посмотрю. Ты позаботься о Шерри. Там мега жирки. Вот такой большой, как дом, нах. Во весь экран. У меня, кстати, еще 2 выстрела есть. Порох. Нет, я с этим порохом вообще ничего не сделаю. Хотя, подожди. Что у нас есть? Ну, только бесконечный ствол. Можно вообще как бы угорнуть просто и вот тупо взять, схватить миниган и распидорасить эту чучеру. МР.тостер. Да тут одно на другое точку урагану в голове. Я уже месяц нарезку сделать не могу. Лучшие моменты со стримов. Ладно, Кинопредира. Лен хитрый, а она не промах. будем довольствоваться то, что есть, короче говоря. 6 выстрелов с минигана можно ему в морду запустить. Вместо огнемета, наверное, давай. Потом, если что, огнемет поставить. Он, короче, пока... Да, пока он с этим... С гранатометом ходит, на оружие нельзя переключить. Я не могу его поменять. Его типа надо использовать. Нож. Тут что? Еще порох. Ну хер знает. Ну давай. Давай 2 пороха сложу. Вот так, допустим. Это у нас получается, по-моему, для Матильды патроны. Да. Ну. Сначала, короче говоря, шмальнем, что есть. Снайперский выстрел с пистолета. Сейчас посмотрим, как получится. Не знаю, сколько его мочить надо, но он сейчас будет как этот. Как обжорка. Жрать наш поезд. Вот он. Здорово. Сдохни, говорит, уже наконец. Так, давай-ка мы это дело выкинем, он уже бесполезен. Гранатомет можно выбросить. А что, никак его не выбросить? Нет. Окей. Давай, сука. Сейчас мы вас с этого. Серегазаем. С магнума Голодная посмотрим. вагина. Ой, а, кстати, глазик один нашел там у него. Все, патронов нет. Как-то быстро 6 штук закончилось. Красная голодная вагина. Я его замочил, нет? Леон говорит, нам всем пиздец. Нужно оторваться от этого вагона. Но вроде достаточно я ему урона внес. Сунь, говорит, палец. Я, говорит, и сунул. Оптимально. Дрын ему глаз пропердалил. Леон, дай мне руку. До свидули. А как красиво горел. Биркин заебал всех, короче. Его отправили отдыхать. Реально бессмертный какой-то мужик. Его мочишь, он, блядь, растет. Так, вы, ребята, типа встречаетесь? No. Нет, мы просто... на самом деле мы встретились прошлой ночью. Да,
Хотя крутое бы вышло первое свидание. А Клэр хочет, чтобы Леон ей пропердолил. А он хочет и ей пропердолить, и Аде. Но в итоге он, короче, такой какой-то бабник, короче. Тут туда, тут сюда. Хитрый сукин сын, он пытается на двух вагинах усидеть. You have no idea. Look! He might be able to get Смотри, me back. может быть, он нас подвезет? What if it's not just a city? А что, если за городом творится то же самое? Увези Шерри отсюда. Кинопредира. Мои комментарии перестали доходить, что-то. Я не знаю, в чем дело. Эй, это была Life Another Day in the Grave. He was friendly. Что ж, он был вполне дружелюбен. So, Значит, все кончено? Серегазе. I don't know. Макака. Не If знаю. not, Но если нет, мы положим этому конец. Вот чтобы, во что бы то ни right, стало. well, as long as we stick Да, together. именно так мы и поступим. Все будет хорошо, главное держаться вместе. Come on. Ну же. Теперь она маленькая, счастливая семья. Эй, вы можете меня что, удочерить? We can get a puppy. Мы можем завести щенка, щенка или попугайчика. Попугайчик это здорово. Я хотела всегда животных, но мама говорила, что с ними куча мороки. Ну да. А я еще хочу научиться играть на пианино. Среда, середина недели, что-то разбавим там. Ладно, все уебали в закат. Но девки, естественно, никакого щенка не будет. Пошла она в очко. Ранг С, кстати, за Клэр был ранг Б. Может быть, это из-за времени прохождения, не знаю. Короче, там, по-моему, игру надо за 5 часов пройти, чтобы у тебя был ранг А. Как-то так. Игровой режим, компания Клэр 2, костюм Леон обычный уникальный костюм, модель. Серегазе. Ты читерил бесконечными патронами. Нет, тут дело не в этом. Если бы я патронами этими бесконечными не пользовался, я бы тогда вообще и не прошел. До предела, наброски, тиран, оружейный маньяк, ну ясно. Доп. Режимы добавлен. Давай, доп. Режимы. 4 выживший, выживший тофу. А тут дополнение. Что будем сначала, дополнение смотреть? Или же 4 выживший или тофу? Либо это, либо это. Пишите кому как. Серегазе. А в чем разница? Да, разница-то, в принципе, ни в чем, просто что первое мы посмотрим. Вот эти вот дополнения. Или 4 выживший. Выживший топ. Серегазе. Давай любой допник. Ну, давай вот так, допустим. Выжившие призраки. Рассказ о будущем, которое никогда не наступило, о ночи, которая никогда не закончилась. Роберт Кендред навел пистолет на себя, но рука замерла при звуке его рации, сквозь помехи донеся голос старого друга. Кинопредира. Где мои комменты? Это как раз, короче говоря, вот первое дополнение про мужика с девицей, который из оружейного магазина. Роберт, партнер, ответь, я вызвал вертолет. Тостер. Он от нас отсюда Давай вытащит. проконченного из оружейного. Ну вот, давай, как раз конченый из оружейного. Живо ко мне, я держу позицию до твоего прихода. Вот ведь упрямый мужик, если принял решение, то ни на шаг не отступит. Давай. Я вот эти вот дополнения не играл, не видел, не знаю, что там как. Он, видимо, девку мелкую завалил. А сам хотел себе мозги вынести. Не исключено. Доберитесь до места встречи в канализации. Посмотреть карту. Ок. Жирненький. Но бегает также по скорости. Что у нас по этому?
Угу. Пистолет есть и дробаша немного. Давай, наверное, мы сделаем немножко дробаша еще. Вот так. Но возьмем пистолет. О, у него тоже фонарик есть. Слава яйца. На полках же должно быть в оружейном магазине хоть что-то, блять, из оружия. Запись рации. Говорит Милс, штаб, прием. Штаб на связи, что у вас? Новые монстры? Жуткие ублюдки. Глазища так и светятся. Кинопредира. Блин, я выпивший думал, где мои комменты, а оказалось, смотрю стрим не в онлайн, а где-то на задворках и пишу комментарии. Ты, наверное, да. Мой напарник застрелил одного в упор, теперь сдохла. Тварь сдохла, но при этом выпустила какой-то фиолетовый дым. Черт. Милс, успокойтесь. Дым ударил прямо в напарника, теперь он все время кашляет. Кажется, он задыхается. Какого хрена? Мы же должны были убить этих тварей газом ПЗ. Успокойтесь, мы на связи со следовательским отделом Umbrella. Заткнись, с газом что-то не так. Он их не убивает, а вызывает мутацию. Ну ок. О, ачивочка. Ац. По-моему, я зря, да, стрельнул. Кто-то пиздеть начал за дверью-то. Ладно. Надо мимо них, я так понимаю, да, пройти. Давай, давай, давай. Короче, надо в облако, походу, не попадать это. Серега Лех, пойдем крысу порежем. Ах. Бац. Не знаю, надо их ножом добивать, нет? А у него ножа-то и нету, да? Нет. Нету ножа. Нету ножа. Народу-то не многовато ли на квадратный метр? Что по заданию вообще? Доберитесь до места встречи в канализации. Бля, там их еще больше. О, он с баллонами. Вот так вот. Хорошечно. Как их распидорасило, да, чудесно? Серега З. Я жду не дождусь, когда ты в третий резик зайдешь. Мне нравится. Ну, сейчас мы посмотрим, наверное, вот эти вот дополнения пройдем. Все-таки интересно, что за побочные такие миссии предлагают нам разработчики. А потом, да, потом можно будет уже и... нельзя. Нельзя, короче, открыть сундук. И вот этот шкафчик нельзя. Потом уже будем в третий редик. Но только сначала между вторым и третьим редиком мы полобаем в червяка Джима. HD коллекция. Ну, HD издание, короче. На третьей плойке. Неплохо. Вот у всех бы такая херня была бы за спиной. Было бы замечательно. Чё? Блядь, там ликер несется. Давай, 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 мужик, топи. Не очень. А что там дохуя народу-то? Траванули еще. Куча пидорасов просто. Давай, беги. Ну хотя бы нет ликера за мной.
Что у него в чемодане? Порох. Ну, допустим, что можно сделать-то с ним? Так, стой, сначала траву. Серега. Но эти миссии скоростные. Они рассчитаны на то, чтобы добежать. Не знаю, я видишь, я говорю, не лобал, мне вот интересно, что это такое. Да, скорее всего, DLC там. Обычно длинными-то не бывают. Я думаю, надо переключаться на дробаш. Как их, да, пачками? Хуяк, хуяк. Азиат, до свидульки. Так, по-моему, мне одна подача осталась. Я подохну. Не знаю, мне наверх или вниз. А, подожди, надо до канализации добраться. Ну, а вдруг сюда что-то там, может быть, похилиться есть? Нет, ничего тут нет полезного. Еще какая-нибудь падла, типа ликера, появится, и мне пиздец. Что это такое? Права. Давай, мы патроны для дробовика возьмем. Предмет взят. Ага. То есть можно взять только один? Подожди, точно так? Бля, херово. Я не знал. Что это такое? Угу. Бля, сейчас все станут стопудово. Аккуратненько, на цыпочках. Никого не трогая. Понятно. Ну, блядь, опять траванули. Твою же мать. Кинопредира. Ссылка. Стер, берем Серегу за и едем к бабище на случку, возьмем самогон и пятишку, Так. думаю, хватит в дороге. А то Порох. банкет идет, а музы нет. Бля, я не знаю. Мне, по-моему, реально вот один удар остался и все, труба. Че эта сучка живая? Бля, сдохнешь, нет? Так, давай патроны крафтим. Ну, хоть так. Там, по-моему, еще кто-то встает. Не, ну ничего такой, экшончик прям. Жук по-быстренькому. Ну, блин, если за это дело народ деньги просил, то это очень печально. То, что ты можешь как бы за 5 минут пройти. Давай хотя бы такую траву. Все, предмет взят. Там где-то этот чемодан какой-то отмечается, но я его не могу пока найти. Где он? На выходе, наверное. Че, я понял. Ебучка разлетелась. Тихо, 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 мужик.
опять траванули. Слишком близко я стоял к нему. Электропушка. Ну, бля. Я думаю, что все тут патроны понадобятся, так что возьмем и ее, что делать. mr.тостер. Да банкет без дам такое себе. Куда бежать-то вообще? Бля. Вот если бы он кашлять не начал, я бы от него слинял. mr.тостер. Эй, а что дверь не открывается? Аннигиляторная пушка. Чему дверь, блядь, не открывалась? Что ты данный? Печалька. Я к двери подошел, а она не гугу. Хреново. Давай заново. Кинопредира. Леха, ощущение, что ты играешь за алкаша, убивающий своих конкурентов, ищущих похмелиться. Серега. Ну да, он такой. Так, здесь у нас раз. Нет, это все херня. Тут ни патронов, ничего такого. А хули мы не попадаем? А давай вообще пробежим. Не вижу смысла добивать его. Так, как бы тут проебнуть-то по-качественному. Вот и все, и до свидули. Совершенно не деформируясь, можно было наебать этих ребят. Там же была вроде печатная машинка, вот когда здесь спускаешься. Всем привет, Лайк. Спасибо за donation. Скр. Thank you for donation. Ну надо было. Серега. Привет. Кинопредира. Здорово, Наталья. Серега, я, конечно, пью не бурбон с вискарем сейчас, но тоже синька как-никак. Кстати, не пил ни разу бурбона в жизни. Что это, из чего и как на вкус? Бурбон на портвейн похож. Кинопредира. Бля, да как Как тут быть? лидер, ты мой отец. А как тут быть? Они вообще, блядь, меня сразу же сожрали. А чё, в прошлый раз было иначе, что ли? Я не понимаю. Чё-то беда какая-то. Ну, наверное, ликер у меня дохера снес. В прошлый раз он, по-моему, меня как-то Серега, по касательной немножко не так тебе долбанул. надо как-нибудь к нам заехать. Все попробуешь? Чё-то не очень все. Хорошо. Складно. Что-то лупят меня. Да, Так, иди-ка сюда. Ха-ха, какой смешной донат. Иди-ка сюда. Все, валим. Я пока что-то не знаю, как там быть. Серега, эти миссии короткие, но сложность добежать до финиша. Так Они вот. схожи. Сзади, получается, когда ты в канализацию спускаешься, сзади тебя ликер, а впереди зомбарь. Тут либо ликером отчите зомбаря, но потом.
Либо сначала зомбаря валить, до того, как ликер тебе на голову не упадет. Не знаю. Плюс там еще, блин, 3 зомбаря сразу же. В комнатушке маленькой. Упитыш какой. Веселый. Лик сюда. Бум. А где ликер, блядь? Я бы его замочил. Стой. Стоять. Ну, допустим. У меня, кстати, снова один удар остался. Да падайте, блядь. Всё, до свидули. Вот, кстати, через окошко сейчас там никого нету. Но как только ты поворачиваешь, тут уже трое, блядь, сразу. Давай-ка мы зарядимся. Слушай, а чем мешает их со ствола похлопать? Правильно. Главное не травиться. Так, выходи. Блядь, только с него стрельнул в башку. Кинопредира. Серега, в смысле все. Самогон, водку, чачу, коньяк, вискар, джин из крепких я пробывал, а типы О. бурбон. Вискар, помню, покупал дорого, я ж за 400 рублей, джин за 400 рублей, прикольно, вкус самогона. Не знаю, мне джин, который действительно джин, он мне как-то пикту напоминает на спирту. Блять. Да свали от меня нахер. Сука, завалил. Вот уёбок, а. Ну, короче, так и надо это говно проходить. Просто аккуратней. Аккуратненько надо. Спокойненько, не деформируясь. Похуячивать этих мудаков. Вот так. Давай, иди сюда. Ну, примерно вот сюда надо его выманить. Кинопредира. Пихтаный спирту согласен, я пил джин Грейнстоун за 400 рублей. Пихтаный спирту не более. Ну, вкус-то прикольный. Его еще можно там с фэпсом бодяжить. Тоже неплохо. Можно так чистоганом. Так, здесь мы достаем дробовик. А нет, сначала пистолет. Серега, да джина есть трава. Голубой Бомбей ничего. Или вискарь Blue Label Джонни Волкер хорошо без запивки заходит. О, уже лучше. Кинопредира. Лёша, зачем ты в них стреляешь? Включи режим спидрана и пацифиста. Да, если бы. Они же не пропускают. Между ними не пройти.
Блять. Ай, урод, ты задолбал трястись. Гандон. Патронов много извел на него. Давай-ка кучненько, ребят. Ну. Пока откашляется. У него жопа грязная, он походу обосрался. Ну, блядь. И тот еще встал. Да вы охуели? Беги, блядь. Уебан, если бы он не кашлял нахуй, он бы уже давно съебался бы. Придурок, блядь. Ладно. Те не догонят. Да, тут пердеж развеется. Берем у него, что там, порох. Ага, я еще тот не использовал. Погоди. 6 штук. Кинопредира. Блю Лейбл видал, но не пил в пятерочке, не по моим деньгам, голубой бомбей ни разу не видел. Так, давай, наверное, да, вот. Объединить сразу же. И вот эти вот два берем тоже. Нет, подожди. Кинопредира. Кашлять значит корона у него. Да, его надо на самоизоляцию посадить. Ну вот. Уже 16 патронов. Уже лучше. У них ебальнички-то веселее будут разноситься с дробовика по-любому. Перезаряжаемся. -1. Второй, ёпта. Все, упал. Походу нет. Азиат, тихо, перезаряжайся. Кинопредира. До свидания, Азиат. Одень ему кляп самоизоляции, чтоб не кашлял. Лучше противогаз самому напялить. А то ребята-то токсичные. Попадается нонче. Пусть он там орет. Че страшно? Давай вниз. Тут, по-моему, чувак с этими с баллонами, да. Бам. Я пока обойдусь, в принципе, без зеленой травы, а вот патроны для дробовика по-любому нужны будут. Берем это. Херово, что ножа нет. Серега Калантош ничего. Но все вискрять 3 лет очень жесткие. Лучше домашний самогон тройной перегонки. Ай, блядь, траванул. Я забыл совсем про эту, блядь, облако. Ну, вроде все. Пока не встанет. А че остальные лежат? Эй, жопошники. Тихо, валим. У бабы в этот раз получше башка разлетелась. Блять, ну быстрее-те, ёпта. Сука, пока шляет, на. Заебись, еще этот стал. Да ёбаный ты дурак, на. Все, пиздец. Вот как, сука. Что-то правда, блядь, сложно.
До конца всех мочить патронов не хватит. И ты, получается, остаешься, как правило, в коридорчике таком. У тебя сзади встают зомби, которых ты пострелял. У тебя и спереди они хуячат. По-любому до лифта еще там не конец, надо еще дальше бежать. Как бы это канализация, вся херня, но до конца еще неизвестно сколько. Канализация понятие растяжимое. mr.тостер. Надо их обегать всех. Так не получится прям всех отбежать. Надо конкретно их валить еще. Ну, быстрей. Зато он прицельно долбанул. Вот как, блядь? Сука. Стреляешь в одного, чтобы тебя сзади какая-нибудь гнида ебанула. В этом, короче, сложность и заключается. То, что ты в коридоре между двух зомбарей в основном оказываешься. Ёпта твою мать, ты сдохнешь, нет? Уёбище. Что? Кто-то орал. Угу. Вот он и встал опять. Недолго, кстати, он полежал. Пиздец. Да ёб твою мать. Опять все патроны на одного мудака солью сейчас. По-любому он еще раз станет. Был бы нож, я бы его захуярил нормально. Ну, как-то двоих выстрелом вроде зацепил. Сука, но он все равно травануть успел. А где-то эти? О. Будет весело, если сейчас эти еще повстают. Да. Ну, тут брать нечего. Я, кстати, тут не осматривался еще. По-моему, у меня вот что-то там пару патронов вообще осталось. На дробовик. И вот это вот его покасливание вообще не в тему. Он когда кашляет, задерживается иногда, и поэтому ты нормально от атак можешь не отбиться. Так. Давай-ка мы сначала похилимся. Опасность. Вот, буквально меня долбанули один раз. Или два раза. По-моему, да, ликер меня один раз долбанул, и все, он у меня все здоровье снес нахуй. Вот это как, блядь, вообще? Пиздос. Скр, спасибо за donation. Скр, thank you for donation. Контрольный. Ильха. Спасибо, Серег. О, блядь. Зачем мне этот? Короче, еще патроны какие-то пососные скрафтил. Магнума мне явно не дадут тут.
Серега З. Чё тит ёхи не раю, а раздражаю больше. Блядь. Народу дохуя. Кинопредира. Я курил, что пропустил грудь из демоны. Да. Дездемону тут мелькало по чуть-чуть. Один патрон? Два. Так. Да. Херово, что, блядь, я с этого магнума патроны скрафтил. Вообще они не нужны. Ой, кап, детки. О, уже и лифт сразу же открылся. А чё так быстро? Бля, вот один сразу упал. А ты чё не ложишься? Давай, последний. Не хватило ему. Пускай догрызает. Все равно я тут не желез особо. Блядь, сложно, сложно. Закусон. Кинопредира. Серега З, будете у нас милости, просим, сходим к одному самогонщику, попьем самогон на полынье, говорит, на вкус как текила, хотя я текилу ни разу не пил, как она на вкус. Да, как самогон, по идее. Ну, или как вискарь, я не знаю. Они, в принципе, похожи немного. Что то хуйня? По теории Эскобара. Кинопредира. Леша, ты с Аксиоме. бутылки без полива типа самку пьешь, без закуски тренируешь выдержку. Да. По теореме Эскобара, что то хуйня, что это хуйня. Такая хуйня, что ебал я его мамуру. Серега З. Не, в Мексике текила хороша. Ну, в Мексике я не бывал, но текилу буквально таки пил вчера. Ну, такое. Смотря с чем. Кинопредира. В Мексике хороша. Ты был в Мексике, зачем ради текилы? Сдохни ты, ёб твою мать. Блять, ну пиздец. Ты отстреливаешься одного, чтобы от второго пизды получить. Вот уроды, а. Вот как нас? МР.тост. Уебан. Помню текилу бум? Ну его нафиг. Да, текила бум неплохо башку сносит. Серега З. На Кубе хорош ром, в Мексике текила, в Доминикане пиво, на Бали алкашки особо нет вообще. Кинопредир. Блять, он еще живой. Я знаю, что в пятерке есть текила с карамелью, а есть обычная, но для меня дорого. Текила с карамелью, что-то это бред какой-то. Все? Вроде подох.
Я вот никогда не пил текилу с карамелью, это, по-моему, вообще что-то за грани. Это как, наверное, как пиво с мороженым, там, я не знаю. Ромен пил ни разу. Ром тоже неплохая штука, но тоже на любителя. Блять, ты сдохнешь, я уже весь ебацот разнес нахуй, он все пиздует за мной, а? Вот падла, блять. Кинопредира. Пил заменитель рома по 400 рублей. От него уже нихуя не осталось. Заменитель рома, который в канистре такой, ты имеешь в виду? Вон он же там пиздует. Мужик, давай, ёпта, выходи. У меня сейчас стопудово, если туда зайду, он сразу же меня в дверном проеме схватит просто. Я хуй знает, как его выманить. О. Короче. Да, можно было и так пробежать. Ну, такое себе. Кинопредира. Нет, Сразу. капитан Ром называется, заменитель понравился. Но по 400 рублей дорого, а сам Ром сколько стоит? Ну, смотря какой тоже. Он бывает и по 800 рублей примерно. Так. Что берем? И с этого мы можем сделать 2 пачки. Да. Все вместе объединяем. Хотя они, в принципе, и так объединятся, ну, чисто чтобы инвентарь не засирался. Все, теперь бы покилиться не мешало, и будет норм. Серега З. На кубе Ром по 300 рублей, а у нас он по 1500. Качество. Да. Но это самая шая липа. На кубе и сигары тоже дешевые. Ты чё, блядь, не подох? Наконец. Как у него будку распидорасило неплохо. Просто замечательно. mr.тостер. И мужик, это конченая миссия Гуэна. Кинопредира. Серега на кубе Ром по 300 рублей, а у нас он по 1500. Качественный. Но это самая шая липа, вот the fuck. Серега З. Мы его ящиками брали с сигарами. Серега З. Плата за акцизу. Да, да. За акциз бабок тоже неплохо сдирает. Ну а что поделать, не хочешь, не пей, как говорится. Так, короче, рисковать я не буду, возьму траву. Блин. Нет. Не пойдет. Придется рисковать и брать Кинопредира. патроны для дробовика. Сигары ни разу не курил кубинские, как они. Смотря какие. Вот если дешевые самые купленные сигары на Кубе, то они отстойные.
Вот так вот кучненько бы их положить. Было бы зачетно. Кинопредира. Отстой не наших. Блять, одного кладешь, второй встает, ёбаный в рот. Все, нет патронов. Сука драная, ты сдохнешь, нет? Все. Нахуй, нахуй. Так, да, все достать. Потом будем разбираться. А то сейчас один раз меня кто-нибудь укусит, и мне пиздец. Серега. Як, мы брали те, что курил Че Гевара. Коньячный вкус. Очень смачно. Ну, не факт, что там именно те, которые Че Гевара курил. Это может быть сказано просто для лучшей продажи, скажем так. Не наебешь, не проживешь, как говорится. Так, зеленая трава. Да, а как иначе? Будь я кубинцем и хотел бы тебе впарить какие-нибудь сиги, которые я кручу у себя на заднем дворе, я бы тебе тоже сказал, что эти сигары курил сам Че Гевара. Не, ну я, конечно, не исключаю то, что действительно он их курил. mr.toster. Там же сортов табака, как у дурака махорки. Ну да, и то верно. Серега. Возможно. Но самые крутые. И правда очень классные сигары. Очень вкусно. Даже если Лёшка курил на заднем дворе. Блять, тут двое. А чё их так много-то, а? Чё вас, ребята, так дохера? Блять. Ну-ка, сейчас мы его электропушкой, да? А нет, у меня еще дробаш немного есть. Вот так вот. Давай. 3 патрона. Ебать, тут все пришли, короче. Охуеть. Ну и что мне с ними делать? Че, блядь, издеваетесь? Серега. Самый прикол в том, что сигар много, но кореш ночью искал толчковую бумагу жопу вытереть. У них очень большие проблемы с бумагой. Все на сиги пошло. Я вот без понятия, как быть. Здесь ни патронов, ни хера нету. Давай быстрее, блядь, лифт ебаный. Все, пиздец. Я не знаю. Я не знаю, как быть. У меня просто нет патронов. Их слишком до хера. Их там по 16 человек носится, блядь, в одном коридорчике вот таком вот, метр на метр. И дают тебе 3 патрона. Я хз, что делать. Какая-то ебанская залупа. Последний раз попробую, нет, так ну их нахуй. Со своими дополнениями. А пробуем на этих вообще ничего не тратить. Кинопредира. Коньячный вкус сигарет ХМ заманчиво. Серега. Надо на 3 части переходить. Ну да. Кинопредира.
Лёшка, без навыков спидрына с таким рожком ты их не пробегешь. Так, тут я на то, что их по спидрану-то их не надо проходить, их как-то надо по-хитрому разъебывать. Так, чтобы у тебя на все хватало. Ну почему именно так получается? Я не СГЗ. знаю. Еще сигарилы классные продают на острове Баунти в Доминикане. mr.тостер. Дым с сигарет с ментолом. Что там, как группа Нэнси, да, по-моему, пела эту композицию. Вот этого педика можно вот тут подрезать. Только ебать, как очень надо точно стрелять. В еблет ему. Вроде лег. Падла ебаная. Ай-яй-яй-яй. Языком. Кто знал-то, то, что он еще языком может? Ты, блядь, сдохнешь, нет? Черти, блядь, не убивай его. Ну, быстрее перезаряжайся. Вот так, пока он, короче, колбасится, можно пробежать. Сразу же. Пользуем. Объединяем. 6 штук. Так, у этого... Угу, у него патроны. Допустим. Спидраним, короче, вот этих ребят. Понятно. В какую сторону бежать-то? Вот туда, да. Нахуй пошли. Ну, я, в принципе, патронов сэкономил. Да хуя. Но мы берем еще. Потому что дальше мы берем траву. Нет. Долго слишком. Нахуй, короче. Слишком долго я от лифта бежал к этой лестнице. Сложность обучения. Для переключения между нормальной сложностью и обучением используйте АД. Понятно. Это украшение. 3 звезды всего. А забытый солдат, там, наверное, вообще труба. Там, наверное, такая же подерка безумная. Ну, давай беглеца попробуем.
Рассказ о будущем, которое никогда не наступило, о ночи, которая никогда не закончилась. Я отведу тебя к твоему любимому. Кэтрин Уоррен поверила словам Айронса. Он джентльмен, шеф полиции, к тому же хороший друг ее отца, мэра. Но когда Айронс заманил ее в приют, маска была сброшена. Знаешь, думаю, ты станешь моим шедевром. При этих словах она впала в отчаяние. Однако судьба была не на ее стороне. Кэтрин забрала ключи у того, кто должен был убить ее, и приняла решение. Она должна была спасти Бена, свою любовь. Как у нее ляжка, голена забавно. Это вам не сиськи, это уже ляжка. Снова несостыковка. Мэра же, этого какого, начальника же ментовки, его же этот какого, Биркин заразил и потом завалил, получается, его Биркин. А тут его баба закошмарила. Такого быть не может, короче говоря, логически. Баба была убитая, лежала вот на этом столе. Так что, какой-то странный тоже. Ну, что-то у нее морда какая-то странная. На крысиную похоже. Сейчас подойду. Серегаза. Пост сайт пожалуйста. Так, ну посмотрим, может быть, что-то где-то можно взять. Походу нет. Походу это не про эту бабу что-то взять. Вот, у нее хотя бы есть нож и 30 патронов. И для магнума еще немного. Ну ок. Письмо директору. Вы помните белые образцы из отчета за прошлый месяц? Ученые назвали их бледноголовыми. Эти образцы подверглись особой мутации и теперь обладают способностью к регенерации. Остановить такие образцы слабым оружием будет трудно. Я не говорю невозможно, просто на это уйдет некоторое время. Так что не советую. Остановить бледноголового может мощное оружие, наносящее урон быстрее, чем действует регенерация. Сейчас моя команда работает над особым надежным производством бледноголовых. Поэтому я прошу вас в следующем месяце удвоить количество подобных экземпляров для лаборатории. Такова цена, которую мы платим за лучшее будущее. Понятно, что ничего не понятно. Это у нас и есть бледноголовый, да попасть бы в него, конечно. И все, и дверь закрылась. Вот всегда бы так, а? О, какой уебан.
Короче, сложность в том, что он сильно башкой трясет. Его прям надо ловить. Да, блять. Короче, ты его немножко коцаешь. Кинопредира. Я пьян. Серега меня поднял из сна после ночной. А ножик бы я у него забрал. Давай нож, сука. Сейчас за хрень он сдохнет когда-нибудь, нет? Охуеть. Просто все патроны на одного чувака. Все 30. Заебись. Он еще один стал нахуй. Кинопредира. Он не поссать пошел, а накинуть чекушку, ведь у нас клуб анонимных, а не явных. Так, ну тут явно все закрыто, да? Какой-то дикий ключ нужен. Ну-ка давай так. Старый ключ. И тут еще что-то есть. Давай патроны, конечно, для пистолета. Надеюсь, мне только это надо будет сделать. Кинопредира. У этой бабы хотя бы есть платье цессим поинтересное для глаз. Бля, на этих ребят очень много патронов надо. Они нахуй просто неубиваемые. Сколько патронов я уже? Где-то штук 8, да, въебал в башку? Пиздос. Кстати, зомбарей в оригинальной части, ну, во второй, там, в первой, неважно, их, если они были без этого, без одежды, то их делали специально для экономии ресурсов. То есть зомби без одежды меньше занимает полигонов количество. Ой, ёпта, тут собаки еще. Заебись. Вообще шикарно. Вот этих сволочей, блядь, мне точно не хватало. Не, ну как вариант. Прямо возле выхода их помочить. Да. Не очень. Да, ну иди ты в очко отсюда, на. Он для собак дверь открыл. Спасибо, блядь, пидорас. Где собаки? Химический огнемет. Давай возьмем. Да, блядь. Откуда она прилетела вообще? С потолка, что ли, нахуй? Какие-то ебанутые непроходимые дополнения, я вам скажу. Что-то жесть вообще. Даже сложность 2 звезды, а тут, блядь, попробуй пройди эту хуйню. Очень дохера говна всякого.
Серега З, ты просто криворук. Угу. Стопудово. МР. Короче, пока в нем... Или руканок. Короче, пока в нем... Блять, еще и тот стал. Да ну вас нахуй. А нет, его придется по-любому, их обоих даже мочить придется. Она их не критует, нихуя не надо. Просто вот этим уебанам надо садить в башку, блядь, всю свою обойму. Все, что нахуй у тебя есть просто. Да, и пиздец. Это хуйня ебаная, блядь. Пизду. Какая-то дичь, короче. Забытый солдат. Там вообще пиздец. Там, наверное, просто тебя сразу же, ну, тебе дают 3 патрона, и ты умираешь в самом начале. Ты начинаешь уже играть мертвым. Attention. Self-destruct sequence initiated. Use the central elevator to evacuate immediately to the bottom. Ну, допустим. Отлично. МР. Тостер. Ну, значит, последнюю и расходимся. О, они просто тебя грызут прямо в начале в самом. 60 зомбарей нахуй. Угу. Какая милота, они на карточку надели на него. Я говорю, ты умираешь в самом начале. Вот как, блядь, 2 укуса, и ты покойник. Attention. Self-destruct sequence initiated. Use the central elevator to evacuate immediately to the bottom Attention. Назад уже все, да? Назад не пускают. То есть ты должен за определенное количество патронов завалить сразу же чувака. Кинопредира. Тостер деваху и пятишка Сэма все еще в рамсе на 2. Серегу Зая возьмем привязкой, вдруг сами не справимся, а-ля куот засадный полк Александра Невского куот. Смайлик. Серьезно? И он меня добивает. Пиздос. Вот это, блядь, и хуета. Attention. Self-destruct sequence initiated. МР. Тостер. А почему бы и нет?
того я не добил явно. Я так раз понял, значит логичнее по ногам ему стрелять, не? Ладно, пробегаем. 2 патрона. Да. Круто, чё? Да. 15 патронов. О, заебись. Ликера мне запихали. Тут немного ли народу-то вообще? Охуевшие. Короче, это дерьмо надо спидранить и надеяться, что тебе повезет. Так, да, громовой ястреб, да, давай так. Я думаю, тут, наверное, тирана дадут потом, по завершению. Не буду я нашу возвращать. Чё, куда, в какую сторону? Пиздец, тут народу просто, ну я хер знает, на рынке, блядь, меньше, по-моему. Надо же. Я еще на целый укус куда-то попаду. А как туда попасть? Я не знаю. Да, отлично. Кинопредира. Лёша, оставь 1 патрон хоть себе в рожке. С таким количеством зомби это явный выход. Да, то-то и оно, то что тут и очень дохуя. Ну как бы нереально столько народу заебашь. Это дичь какая-то. Это их либо спидранить надо жестко. Attention. Self-destruct sequence initiated. mr.тостер. Мясом закидали. Ты, блядь, сдохнешь, нет? Ну, допустим. Вот мимо них явно не пробежать. Они схватят тебя. Вот таким образом возьмут и схватят. Допустим. Кинопредира. Сразу видны в тебе задатки спидранера. Угу. Серега. Ссылка. Стермакс. Может, погамаем во что-нибудь на днях? Блять. Я запутался. Короче, в пизду. mr.тостер. Добивают. Например. Жесткие дополнения, короче. Ну их в очко с такими дополнениями. Пускай идут нахуй и там сдохнут. И пусть их там ебут медведи. Это какая-то жесть, короче. Их только если по спидрану реально пробегать. Сейчас посмотрим, что там с сыром еще. Сыром тофу. Серега. Ссылка.
Стер до полной игр. Ну, видал, какой сыр ползает? Это полуночник Альфа, ответьте. Альфа, Серега слышите? Залех, давай уже 3 части. Третья часть через стрим. Черт, я думал, мы вас всех завалили. Похоже, мрачного жнеца не остановить. Саундтрек прикольный. Какой-то дэт-метал лобает. На 400 патронов чего-то там. Ой, я себе. Неплохо. А ну иди сюда. Вот так вот нужно дополнение идет, проходить. Да, это прикольно. mr.тостер. В ВК спишемся. А то что-то эти, блядь, выжившие меня накалили. Серега З. Лол. Ну, угарно же. И патронов до хера. Не надо, блядь, экономить. О, собаки. Здорово, собаки. Сыр любите? Серега З. Ты в ВК не отвечаешь. Кинопредира. Зачем ты одел на себя коробку, а сверху кепку, или у меня уже белка в глазах? Хуй знает. Взял, что-то одел. Все, собака-то. Не, собаки еще живы. Где они? Я их не вижу нихуя. 178 патронов, кстати, немного. Теперь погрызанный голландский сыр. А патронов тут не дает. Надеюсь, мне хватит. Кинопредира. Или это сыр в кепке? Сыр в кепке. Это кепка, точнее берет Джилл Валентайн. С первой части. Телки. Как у нее ручка отвалилась. А тут вообще кверху жопой. Ну-ка, давай-ка его вот так вот. В очко ему прям, гранатки, блядь. Ну, здорово же. Серега З. Ну это трэш пошел. Тогда. Как бы, ну, на самом деле, когда прошел игру, как бы, неохота вот портить себе настроение такими вот хардкорными вот этими выживаниями. Типа, блядь, последний выживший, когда у тебя, блядь, 17 зомбарей и этих, как его, и 2 патрона, блядь, на все про все. Хотелось бы расслабиться и просто говно это помочить. В виде шутанчика такого. Миниган долго разгоняется. Кинопредира. Блин, спидранер с тебя пока не получается. А тут без Да. этого никак явно. Блин, собака-то. Вот. Эх, че бы похилиться, да нечем. Сейчас посмотрим. У меня тут от сыра ничего не осталось уже. О, погрызли. Не, ну угарное дополнение, конечно. Вот это вот прикольное дополнение. Поржать 5 минут, побегать. Гуд. Кинопредира. Расслабишься после стрима, достав пятишку холодного самогона из холодильника. Не, какой пизду самогон. Мне на работу с утра. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дай-ка 13 патронов как раз вот на этого узбека. Угу.
А что там, цели-то какие есть вообще? Нет никаких целей. Мы бежим просто так. Неплохо. Я не против. Есть тут кто-нибудь? mr.тостер. Явно не кармик. Кинопредира. Бум. С утра на работу. Тогда полторашку бог с ним даю добро. Нет, я перед работой не пью. От слова совсем. Здрасте. Долго это оружие убивает. Так, ну мне, наверное, явно не туда. Вот как бы не сюда. Да, ее даже не открыть. Ну да, посмотрим, может быть что-то валяется. Может быть... А хер его знает, может быть тут на самом деле патроны только в самом начале тебе дают. Кинопредира. Даже 250 ГР не закинешь, как и все. Нет, закину. Нахуй надо. -1. Тетя, до свидания. Подожди, это же у меня уже горел. Че, ему мало, что ли? mr.тостер. У самурая нет цели, только путь. Да. Тут тоже без цели. Просто несешься и всех хуяришь. Надо было взрывы, кстати, оставить на этих. На здоровенных. Хотя, может быть, мне сюда, я не знаю. Кинопредира. Красавый наш человек заводской 250 ГР, это норм, когда с утра. Нет, это не норм. О, тут это чучело, блядь, находится. Давай, как раз тут один выстрел у меня есть. Все. С одной подачки сковырнулся. Вот тут еще второй есть. Бля, он съел сыр. Тоже за люди-то такие. О, я ничего не вижу. Короче, у меня походу по факту только электропушка осталась. Кинопредира. Но сыр не самурай, тостер. Он просто сыр с базукой. А чё не стреляет? О. Странно, что хилов никаких не дает. Там, наверное, тупик, но давай посмотрим, что там, может быть, что-то интересное есть. Дун-дун-дун. Да, все по нулям. По идее, я должен выбраться из канализации, раз уж так. Но до какого момента? До момента парковки надо добраться? Или еще дальше, хер знает. У меня один удар остался. «200 выстрелов» это, короче, я примерно еще 200 зомбарей могу захерачить. С учетом, что один зомби, один выстрел. Кинопредира. Лёша, перед сном за чекушкой посмотри спидран этого ДЛС по-любому. Ну, может быть. Я, кстати, вчера ночью смотрел этого Sir Old School. Он рассказывал про как раз вот эту всякую фигню полигональную насчет резидента. История создания и так далее. Так, ну мне туда явно. Наверх. О, а ты откуда нарисовался? За мной, что ли, шел? Его аж подбросил.
какая красота, когда есть хорошо, ну, много патронов для хорошего оружия. Просто вот. Чего не играть? Когда ты в полном ресурсном ограничении, начинается геморрой всяческий. Ну что, открывайте дверь-то. Кинопредира. Кармик сам притупливал в спидране Хитмана. Я тут когда там, на днях тоже, вчера, по-моему, смотрел стрим Кармика по Horizon Zero Dawn. Такой себе с него игрок. Когда он не задрачивает игры, играет он довольно-таки посредственно, кстати сказать. О, тебя-то тут не хватало. Это был последний, да, укус. Отстой какой. Я думаю, до конца я все-таки почти дошел. Ну вот как-то так. Ясно. Ну чё, короче, наверное, будем уже заканчивать. Тостер. Побег сырка из столовки. Да, да. Вон тут можно, вот. Это получается за, ну, короче, в канализации. Вот здесь какие-то тоже пушки. Я не знаю. Ну, короче, разные локации, разные эти набор тебе оружия дают. И ты типа должен пробежать от точки А в точку Б, как бы. Ну, у нас что получается? Кинопредира. Согласен с него, спидранер так себе, чисто показуха, числится в коммунити спидранеров. Ну, почему нет? Он тоже какие-то игры это хорошо уже задрочил, и спидранит их он неплохо. Попробуй хотя бы вот так вот одну, там, 2 игры сделай, чтобы спидранить ее хорошо. Это ж тоже время, тоже геморрой. Не каждому дано, допустим. Кинопредира. Лёша, у тебя чекушка чего, Сэма или водки? И водки. Ладно, будем стрим заканчивать. Спасибо, ребят, за поддержку. Следующий стрим у нас, получается, будет послезавтра. Да, послезавтра. Днем. Будем Кену ломать. Кинопредира. Какую именно он спидранит? Да, что у него там, спидранов у этого, что ли, мало? У Кармика. Он много чего спидранит. Посмотри на канале. Вот, короче, послезавтра мы будем Кенус играть. Утром. Я перед ночной сменой полобаю часика 3. А потом мы уже будем через тот стрим уже лобать в этот, какого? Червяка Джима. Джима лобаем один стрим, я его прохожу, и потом уже запускаем 3-ю часть этого. Кинопредира. Ладно, иди пей, чем закусывать будешь? Без понятия. Вот. Так что какие-то планы примерно вот так. Как-то так. 3-ю часть чуть попозже запустим. Получается, промежуток такой сделаю, чтобы... Кинопредира. Послезавтра я с утра, 1-я смена. mr.toaster. У него VR по Варкрафту был. Да не только по Варкрафту, он же там и этот какой, Властелин колец спидранил там, еще что-то там, вон и Бизабоши, блядь, там, ну, игр полно, как минимум 4 или 3 игры точно он проходит самостоятельно по спидрану. Как бы это уже тренировок достойно. Как минимум месяц только на одну игру. Минимум вообще, а то и пару лет. Ну, как-то так. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока. Кинопредира.